Так, сорян, Дуслар, еще раз. Так, я перезашел, потому что что-то сказали херово интернетом. Время 10:40 и странно, тупит телефон. Поэтому я перезашел. Будем дальше продолжать. Сейчас зайду с другого телефона тоже. Потому что нет варианта другого. Другого варианта нету. И ну этот, меня хоть видно, да, сейчас? Глюк, короче, идет. Продолжим эфир, потому что что я там читал. Ну, полная дичь, так сказать. Так, идем дальше. Московских срочников на фронт не отправляем, а удмуртских можно, их не жалко. Вот, и опять, так, та же тема наша, да, это продолжение эфира. Почитаем, что написано. 27 октября 2024 года на 19 году жизни при выполнении задач прикрытия государственной границы Брянской области погиб солдат срочной службы Фертиков Денис. Он был замечательным сыном, настоящим другом. Прощание состоится во вторник. Та-та-та-та-та. Ну, где-то там. И на английском. Московских срочников на фронт не отправляем, а удмуртских можно, их не жалко. С началом каждого призыва российская оккупационная власть заставляет, что срочники в боевых действиях участвовать не будут. Однако они всегда участвуют в каждой российской войне, всегда. Некоторые срочники даже в Сирии были. Верить России нельзя ни в чем. Да, психбольница конкретная. Так, 13 человек. А что-то слева, что-то этот. Никого нет, странно. Тупит телефон, что ли? Или не ловит интернет. Идем дальше. Парламент африканской страны Малави потребует от правительства отчитаться после сообщения, что малавийские девушки вместо обучения в РФ и работы в российской гостинице оказались на производстве дронов в Татарстане. Опять началось, блин. Только, блин, об этом мы говорили. Опять это привозить начали африканцев. Ранее местные СМИ сообщали о нескольких девушках-гражданках страны, которые не смогли вернуться домой после поездки в РФ. Они попали в трудовую эксплуатацию на российском военном объекте. Журналисты выяснили, что они по сути находятся в рабстве, работая на производстве боевых дронов. Мы не можем молчать, когда речь идет о жизни граждан. Тех, кто организовал их переезд под видом стипендий, нужно найти. Цитирует Ньяси Таймс, одного из депутатов Малави. Несколькими днями ранее похожий переполох случился в Бразилии. Сразу несколько бразильских блогерш публично извинялись перед своей аудиторией за то, что рекламировали работу и учебу для молодежи в Татарстане, а затем молодые люди оказывались на военных заводах в фактическом рабстве, без обещанной зарплаты и под постоянной угрозой от завода, как по военной цели. Ну, дичь полная, блядь. Вот, поэтому
Так, вот можно слева вот у меня канал, где Башкортостан 2024. Что-нибудь напишите, он работает или нет. А то мне говорят, что он не пашет. Глючит что-то, глючит. Так, ну, один человек слева, справа 3 человека. Давайте здесь в этом эфире тоже еще раз пройдемся по тому, что я говорил. Мы еще тут одну вещь еще добавим. Так, вот. Еще раз увеличим фото. Зайду вот в контакт зайду и оттуда уже как бы сейчас попробуем увеличить фотку. Еще раз покажу на этом эфире тоже фотографию. Вот так вот. Этого Рустама. Вот такой он. Рустам. Узбек. Из Ферганы. Давайте теперь читаем. Мумиджанов Рустам Ниматович, 36 лет, 88 года, город Санкт-Петербург. С 17 июля 24 года его местонахождение неизвестно. Вот прикиньте, 17 июля в этом году было год, потом вот сейчас, ну-ка, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, еще добавить 5 месяцев. Грубо говоря, 1,5 года его нету. 1,5 года нет этого человека. Это очень странно. Вот. Приметы. Рост 175, нормального телосложения, волосы светло-каштановые, глаза карие. Одежда неизвестна. Ну, как еще есть фотографии машины. Сейчас я еще раз пройдусь по машине. Продиктую в этот раз номер. Паспорт покажу еще раз. Паспорт покажу. Паспорт. Видите, да? Ну, это все загружено у меня в Телеграме, в ТикТоке. Короче, вы можете смело зайти, скачать себе и начать какие-то там манипуляции по отправке по каким-нибудь каналам поисков людей по России. Ну, по Петербургу было бы еще идеальнее. Вот, теперь его права, машина, давайте, 136 регион, его тачка. Hyundai какой-то, Solaris, наверное. Сейчас резко сделаем. Или тут резкость надо сделать. Резкости нету, да? Ну, потому что больно сильно увеличиваю. Здесь более-менее показывается. Короче, номер машины N 531 КР, 136 регион. 136 вроде Воронеж, хуй догонишь, блядь. 36 вроде Воронеж, если, как я помню, не ошибаюсь, если. 531 N 531 КР, 136. Блядь, сейчас проверю все-таки. 136 регион. Если это Воронеж, 136 регион. Сейчас. Регион. Воронеж, блядь. Память, альхамдулилля. Воронеж, хуй догонишь. Ну, это уже ясно. Даже его узбекский паспорт, права почему-то российские у него, странно, блядь. Но это, наверное, заставляли делать российские права. Права его. Хрен знает, какая-то бумаги еще, какие-то документы там. Его. Короче говоря, этот чувак разыскивается 1,5 года. Номер телефона. Рустам Ниматович. Номер телефона можете тоже максимально пробить. Номер телефона.
Все, да? Вот. Этого парня разыскивает семья, брат и так далее, да, ведь? Как это, как я и говорил. Вот. Поэтому, Туганлар, понимая это весь сыр-бор с этими людьми, я вам еще раз говорю, озвучиваю еще раз, могу повернуть, что если мы дальше будем бездействовать, то у нас будет вот это происходить постоянно. И как люди мне говорят, и я вам постоянно говорю об этом, что из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана хватит ехать в Россию. Хватит ехать в Россию, потому что ехать в Россию для вас это опасно. Я вам не просто так же говорю, в тот день эфир я вел, тоже добавлял, да, не хватит ехать, говорил, кыргызам говорил отдельно, всем, извиняюсь. У меня насморк. Вот, всем я говорил, не надо ехать, не надо ехать. Вы все претесь, блядь, подметать эти ебучую Москву с Питером, блядь. Ну, подметать, блядь. Вы себя хотя бы уважайте. Ладно, хуй нас не надо уважать, блядь. Себя уважайте, не будьте чмошниками, блядь. Едете, блядь. Едьте в Америку, едьте куда-нибудь, нахуй, в Австралию, блядь, я не знаю, блядь. На Луну едьте, нахуй. О, Россияга барып, куттак бармын мен, аңнамын шуны, блядь. Куттак морга бутап қойғандар, блядь. Кутырызга сыгалар потом. Без вазелина. Так. Кое-что еще хотел прочитать. В глаза попало сегодня. Вот в поисках вот этого действия, так сказать. Охуел я одну вещь увидел. Посмотрим видосик. Ноября 1988 года рождения, мобилизованный 22 года, являюсь военнослужащим войсковой части 53017. Данное обращение записываю для Екатеринбургского военного суда, ну и для вообще, чтобы другие видели, чтобы наступила уже наконец-то справедливость. Думаю, суд поддержит меня в моем иске, который подал 16 сентября 2024 по данному будет судебное разбирательство, поэтому данное видео записываю для приобщения к материалу данного дела 2 371 2024, по-моему, номер дела. Бля, у него долго, 11 минут там пиздежа. Короче, хуй его знает о чем, давайте коротко прочитаем. Почему я должен стрелять, убивать божьих детей, братьев, сестер, матерей, отцов, стариков? Почему я должен разрушать их имущество, дома, землю, кладбище, работу, заводы? Почему я должен уничтожать их государство, природу, инфраструктуру? Кто я такой? Я Всевышний, Бог? Незаконно мобилизованный мужчина заявил, что его насильно отправляют на СВО, несмотря на его религиозные убеждения. Гарифуллин Радик Юмадилович, 19 ноября 1988 года, блять, такой же, 36 лет, да? ГР из села Мещегарово, Республики Башкортостан, был мобилизован в 22 году и проходит службу в 91-м танковом полку в части 53017. При мобилизации мужчина не проходил никакой медицинской комиссии, его здоровье не было должным образом проверено, несмотря на наличие серьезных проблем. Позже, после проведения медицинского обследования, ему была присвоена категория D, подтверждающая его негодность к военной службе, считая себя вообще призванным в ряды наших вооруженных сил незаконным, так как мне не проводилась никакая военно-врачебная комиссия. Радик придерживается религиозного синкретизма, который подразумевает объединение схожих элементов из разных религий и учений, соединяя их в лучшие стороны. Он заявляет, что его религиозные убеждения не позволяют ему участвовать в боевых действиях и причинять вред другим людям. Я не готов убивать, я не готов нести страдания, боль людям, потому что я в каждом человеке, в каждом дереве
каждом листочке я вижу Бога. И когда одна бомба прилетает и разрушает 100 человек, вокруг этого листья, растения, насекомые, животные, микрофлора, от моего сострадания мое сердце плачет. Я не могу этого поддерживать. Несмотря на его позицию, Гарифуллина пытается насильно отправить в зону СВО. Один из таких инцидентов произошел 20 июля. Находясь в казарме в части 63-494, военная полиция силой стащила его с кровати, надела наручники и повезла в аэропорт для отправки в зону боевых действий, но рейс в последний момент был отменен. Радик нуждается в нескольких операциях, которые так и не были проведены, и его здоровье продолжает ухудшаться. Кроме того, из-за нахождения в розыске с декабря 23 года боец не получает никаких выплат, у него накопились долги, он не может устроиться на работу, опасаясь задержания военной полиции и отправки в зону СВО. Военным командованием мне было сказано, что у меня только два пути, либо я еду на войну, или меня посадят в тюрьму. Военнослужащий подал заявление в Екатеринбургский гарнизонный военный суд, в котором подробно изложил свою ситуацию. Он также потребовал соблюдения своих конституционных прав согласно статье 59 Конституции РФ, на основании которой из-за его религиозных убеждений ему должна быть предоставлена возможность заменить военную службу на альтернативно-гражданское судебное заседание по его делу назначено на 16 сентября 2024 года. Блять, мы его только читаем, да? В боевых действиях я никогда не участвовал, участвовать не желаю. Людей не стрелял и не убивал. Считаю убийство людей большим грехом, преступлением. Согласие быть военнослужащим я не давал. Наоборот, по своим религиозным убеждениям и состоянию здоровья я отказываюсь от носения военной службы, уточнил боец в своем заявлении. Одним словом, знаете, что я прочитал вообще, да? Одним словом, Ташбаш, блядь. Можно сказать, даже Кутакбаш, блядь, назвать его, блядь. А не, блядь, нахуй, военнослужащий, блядь. Долбоеб конкретно, блядь. И тут, блядь, нормальных слов нельзя, блядь, использовать даже. Мунды онгра, блядь, Пупик настоящий манкурт, блядь. Это до такой степени такой умный манкурт. Пиздец, блядь, башкирт мы, татар, блядь. Кутакбаш, блядь. Кутакбаш натуральный, блядь. Он думает, нахуй, блядь, вот он сейчас такой умный пиздец, блядь. Сейчас будет мазы кидать, нахуй, такие, блядь. Я не годен, блядь, по-религиозной, блядь. Я педофил, блядь, я гей, блядь, лесбиянка, блядь. Ебанутые, блядь, дети, нахуй мои, а. Взрослый мужик, блядь, ёб твою мать, блядь. На 3 года младше меня. Че ебанутые вы, нахуй, а? Он, блядь, это сабордер, энке сабордер, блядь, ёб твою мать. Родственникам, в конце концов, есть, блядь. Вы чё, идиоты, такие темы загонять в данный момент во время войны, блядь? Вы чё думаете, такие, блядь, при бомбасах, нахуй, и все это прокатит, нахуй? Да, блядь, я в 2004 году, блядь, не был, блядь, нахуй, вообще годен, нахуй, в армию, блядь. Блядь, жестко просто, пук, и все, нахуй. И перепродали меня там на военчасти в Уфе, блядь, в ебеня, блядь. А я должен был остаться где-то там внутри Башкортостана. Хуиз-2, блядь. Меня отправили, блядь, в Хабаровск, блядь. 7 суток перся, нахуй, на этой ебучей баланде, блядь. Поезд огромный, нахуй, блядь. На одной шконке спали по 3 человека, блядь. В одном, блядь, кубрике, в одном кубрике мы были, нахуй, так сказать, в вагонном, ну, вагон плацкартный, блядь, представили, раз, два, три, раз, два, три, я уже рассказывал, 9, да, и даже, не 12, ну да, 3, 3, 3, 3, 3, 3, блядь, 9, 9, 18, блядь, 18 людей было в этой ебучке, нахуй, мы спали на полу, блядь, кто как, вот так, блядь. И вот это все дерьмо, блядь, терпеть вам не надоело? Вам не надоело терпеть этот путинский режим, блядь? Хабировский, блядь, Миннихановский, блядь, дерьмо это, вы чё, ебанутые? И самое интересное, сейчас я вам дочитаю, блядь, вы охуеете тут. Откуда этот пиздюк, блядь? Екатеринбургский гарнизонный военный суд, он пишет, блядь, маляву, нахуй, маляву, понимаете, пишет он, блядь, военчасть, блядь. Балайны, мозги, я не знаю, блядь, хуй его, блядь. Иногда думаешь, нахуй, вроде люди взрослые, да, школу закончили хотя бы там 9, училище закончили, блядь. Ну, блядь, до такой степени верить, блядь, судам каким-то ебаным, нахуй, непонятным, когда, блядь, Алсынова, блядь, и, блядь, 80 чем-то человек, блядь, башкирта посадили, блядь, пару лет на уже, да, проходит с этого момента. В прошлых годах, блядь, посадили Алсынова, блядь, и вы хотите, блядь, вот такие отмазки играть, блядь? Ну вы ненормальные, блядь.
Это, не знаю, откуда залетело это дерьмо, блядь. Но явно это старое, блядь, откуда я откопал. Из этого, из «Ищу тебя, Башкортостан». Вот оттуда оно вылезло. И вот, самое интересное вот здесь, блядь. Екатеринбург он пишет. Какого хуя Екатеринбург пишет? Значит, что, в Екатеринбурге, получается, есть военчасть? А я не знал. Будем иметь в виду, нахуй. Как говорится, если будем заходить, захватывать, блядь, как раз-таки нам нужно будет военные части, блядь, брать оружие, блядь. Вот, знаешь, в Екатеринбурге есть военная часть. И вот, Гарифуллину РЮ, войсковая часть 634-94, село Алкино-2, что-то больно знакомые места, блядь. Чешминский район, блядь, нихуя себе, Республика Башкортостан, 452, 155 индекс, блядь, Радик Гарифуллин, Gmail у него, 1988, email.ru. И он пишет какому-то Фитченкову, блядь, АВ, Луначарского улицы, дом 81, офис 300, город Екатеринбург, блядь, 620-133. Что он пишет? Уведомляю, что производство Екатеринбургского гарнизона военного суда находится административное дело какой-то по административному исковому заявлению, призванного по мобилизации военнослужащего воинской части 53017 рядового Гарифуллина Радика Юмадиловича об оспаривании бездействия командира указанной воинской части, связанного с невыплаты денежного довольствия. Ой, блядь, ақшасын еще өндірілмеген, блядь. Инеңнеке. Довольство командира указано в воинской части так. Нежели довольство в полном объеме решения в Рио командира войсковой части 63-494 и в Рио ЗНШ военной полиции о направлении в город Екатеринбург, а также возложение на командира войсковой части 63-494 обязанности по предоставлению медицинской и служебных характеристик. Судебное заседание по указанному делу назначено на 12 часов 30 минут 16 сентября 2024 года. Пиздец, год назад, блядь. Он живой, не живой. В помещении Екатеринбургского гарнизонного военного суда по адресу города Екатеринбург, улица Мира, 26. Заебись, блядь. Просто заебись, нахуй. Вот Шунардансан, не жди, это оттуда вытащили, не жди хорошие новости, оттуда это вытащил этот, блядь, ищу тебя, Башкортостан. Поэтому, туғандар, это просто дичь. И таких заявлений, и всякой херни может быть миллион. Человеку это не поможет. Вы поймите, что вы в капкане. Вы уже все, капканда сіз бір қошанда шыға алмайсыз. Бір қошанда. Поэтому вы, когда идете на такие действия, вы хотя бы иногда думайте, что назад пути нету. Если ты уже один раз сходил, блядь, и ты потом приехал, блядь, в отпуск или что-то в этом роде и пытаешься отмазаться, ну это ебанизм, блядь. Тебе надо идти лечиться уже сразу, блядь, в психушку, блядь. Даже, блядь, в обычной армии, блядь, косить нахуй ты не можешь. В обычной армии даже тебя косаря нахуй сразу вычислят. Были такие ебланы нахуй в армии, я рассказывал, не рассказывал. Инурез у них был, понимаешь ли, оказывается, инурез. И такое слово, блядь, даже я запомнил нахуй. И вот у них был ебучий какой-то инурез, блядь. Как будто они писались нахуй. И я рассказывал вроде бы даже, блядь. На второй шконке лежит хуй один, блядь, и писает на первый этаж. Ему так пизды дали потом, блядь, нахуй, за это, блядь, дело, блядь. Он нарочно нассал на свой матрас, блядь, а оно потекло вниз, нахуй, и типа у него инурез, блядь. И он внутри армии, когда уже мы служили, там месяц-два, когда пизды получали, он не выдержал, и он писался, короче, чтобы откосить инурезом, лечь, блядь, в госпитале или там в санчасть, блядь. Вот такая дичь была, блядь, нахуй. И потом его пиздили, издевались над ним, нахуй. А был вроде бы узкожопый был, блядь, нахуй. Он не был ни татарином, ни башкортом, блядь. А рота была наша вся, 150 человек, грубо говоря, из татар и башкортов. А он был, наверное, узкожопый, блядь. Пытался скосить, блядь, с армии. Вот такая хуйня была, блядь. Поэтому вы, блядь, перед тем, как вы идете, блядь, что-то делаете, вы не петушитесь, блядь. В России вы никто, нахуй.
Если вы, блядь, суки ебаные, когда мы вам говорим, блядь, возьмите оружие в руки и идите на Москву, вы не можете срать даже. Күтәнәгезне нахуй не можете кыйнарга даже, блядь. А вы после этого идете, блядь, против этого ебучей Москвы, блядь, и говорите, что я не пойду там, туда-сюда. Думаете, это пройдет, что ли? Вы определитесь уже, блядь, нахуй. Вы или с нами идете, нахуй, против Москвы, блядь, а вы, или вы идете, блядь, один, блядь, против Москвы, и у вас ничего не получится, блядь. Потому что, блядь, вас загребут все равно, блядь. Вы вот, я поражаюсь над ними, блядь. Вы думаете, вы в правовой, блядь, республике живете, что ли? Или в правовой стране живете, что ли? Да нет прав, блядь. Если даже вот здесь, в Европе, блядь, по идее, если так копнуть, нахуй, нет прав. Здесь даже нет прав, блядь. После этого, блядь, как может быть оно находиться в России права какие-то, блядь? Да в России вообще нет прав, блядь. Если гребут вот этих узбеков даже, таджиков, кыргызов, мы же уже 1000 раз об этом говорили, блядь. И вот этот промежуток, вот этот именно момент мне прям попался, да, блядь, я в ахуе того, что вот этого Рустама разыскивает 1,5 года с Узбекистана, получается, его родственники. Вот это меня убило, блядь, убило. Почему? Потому что, блядь, люди, блядь, приезжие думают, что, блядь, им здесь все можно, и узбеков, кыргызов, таджиков никто не тронет, блядь. Да нет, вы уже, когда приезжаете сюда, вы уже подписали патент. Вот этот патент и патент подписали, зашли вы уже. Это уже вы уже, грубо говоря, хапнули в рот, блядь, понимаете? Вам уже положили хуй, блядь, намочив, блядь, где-то в рот вам, блядь. Так что вы уже соснули, блядь. Вы это должны понимать, блядь. Вам, блядь, по-хорошему говорили, блядь, по-плохому. Вы не понимаете, что ли, блядь? 1000 раз вам говорили, блядь, нехуй приезжать в Россию, блядь. Пиздуйте из России, освободите Россию. 1000 раз говорили, блядь. Вот если вы уйдете, привезут индусов, африканцев, всех, да ведь? А они, блядь, не как вы. Вы, блядь, охуеете от африканцев, от индусов, блядь. Они пиздец таляб джондар они. Они так таляб делают, требуют свое, блядь. Вы охуеете? Вы их не знаете здесь, блядь, каждого африканца и индуса, блядь. Как они мозг вынесли, блядь, европейцам. И вы думаете, что в России они как миленькие будут ходить? Да вы никогда их нахуй уму-разуму не научите. Это мы, блядь, бывшее СССРское, блядь, вот это отродье, которое, блядь, нахуй, живем сейчас, это мы могли там окей, окей говорить, нахуй. Альхамдулилля, я уже отошел от этого окей, окей. Из внутренней этой России, так сказать, съебался, блядь. А те, которые живут там, вам они до сих пор говорили, окей, окей, мы же братья, братья, блядь. Хуй с маслом, блядь, русские нам никакие не братья, блядь. И вот к вам, братьям, приехали индусы с африканцами, имейте в виду, что они вас будут драть только так, нахуй. Только так, без вазелина они будут вас ебать, нахуй. И вы никогда их не согнете, поймите. Вы их можете только убивать в Африке там или где-нибудь там, блядь. Вы можете там убивать, блядь, с оружием. Но вы у себя, вы заебетесь их что-то делать, блядь. Заебетесь, нахуй. Я вам скажу, блядь. Если у них, блядь, команда ФАС будет, нахуй, вас, блядь, на улицах будет разъебывать, нахуй. Так хочу, чтобы, блядь, африканцы и индусы прошлись по улицам по Франции, когда разъебывают, блядь, всю Францию, Париж разъебывают, видите вы только на картинках. Я так хочу, чтобы по Москве прошлись они нахуй, блядь. Один ураган от них хватит, блядь. Один раз они пройдутся, пизда вашему гостиному двору, пизда всему, блядь, нахуй будет, блядь. Цумы, пумы, нахуй, полетят. Кремль улетит, нахуй. На хую вертеть будут Кремль, блядь. Если они восстанут, блядь. И это будет. И это будет. Иншаллах это будет, блядь. Поэтому нашим, что я хочу сказать, узбек, таджик, киргизам, блядь, собирайте свои удочки, нахуй, и уебывайте домой, блядь. Вы уже заебали, нахуй, блядь. Чтобы потом вот так, блядь, вас, блядь, родители не искали, блядь. Ебались, нахуй, куда-то, блядь. 1,5 года человека нету, блядь. Ну, иншаллах, всегда будем надеяться, что человек жив. Надеемся, что он жив. Но если уж думать о плохом, то вам это звоночек должен быть. Каждому узбеку, каждому таджику, кыргызу, блядь, 1000 раз это уже мы обговаривали, блядь. Нехуй ехать туда, блядь. Вы сами не поймете, как вас загребут в армию. Вы сами не поймете, что случилось, блядь. Любая остановка машины, любой, блядь, что-то, блядь, там даже
допустим, вы едете в автобусе, блядь, или в метро, вы не так взглянули на какую-то девушку, или что-то, блядь, какая-то бабушка заорала, блядь, вы там что-то сделали, нахуй. Все, вы попадос, блядь. Каждая движуха ваша теперь попадос, блядь. И каждая движуха будет рассматриваться не как ты там нарушил, блядь, и тебе выпишут штраф. Нет, тебя заведут, пизды дадут, скажут, подписывай контракт нахуй и пиздуй в армию. Вот и все. Вот и все. А вы скажете, блядь, я пожалуюсь посольству Узбекистана. А что оно сделает нахуй? Что оно сделает, блядь, нахуй? Ты уже хапнул там, на границе с Казахстаном, когда ты уже заехал на границу этой пидорасии, тогда ты уже хапнул, понимаешь, блядь? За обе щеки заебенили вас нахуй хуями русскими, а вы не понимаете этого. Так что шунды хальдуслар, поэтому не надо, блядь, нахуй мусолить, мозга ебать нахуй. Просто приезжайте, блядь, нахуй в Европу, приезжайте в Америку, приезжайте, блядь, в Австралию, блядь, не знаю, нахуй, в Японию пиздуйте, блядь, в Корею пиздуйте. Вот туда, где нету войны, блядь. Едьте туда, где нет войны, блядь. Максимально я постарался за все эти 3 года вывести самых близких людей своих с этой пидорасии, особенно с Москвы. Альхамдулillah, уехали кто в Кыргызстан, кто в Узбекистан, все на жопе ровно сидят. А вот те люди, которые никогда не были, которые, ой, поеду-ка я в Россию, там, говорят, сейчас хорошо платят за курьерскую работу, хорошо платят в такси и так далее. Это ваш последний заезд будет, нахуй. Заедете, нахуй, за длинным рублем, блядь, и все. Пизды получите, уедете в армейку, и вас ищи свищи, нахуй. Примерно так будет. И вы не думайте, что, ай, меня пронесет, я же, блядь, чуть-чуть белый, блядь, я же без бороды, а я же правильный, нахуй. Я не россиянин, блядь. Нихуя ничего не прокатит. Вы не думайте, что что-то в вашем мозге будет умнее российских, нахуй, военных людей, блядь. Ничего умнее вы не найдете, блядь. И никакие отмазки ваши не помогут, блядь. Вас будут ебать только так, блядь. Еще раз говорю, без вазелина, блядь. Кирзовыми сапогами, нахуй. Кутыгызга тибалар. Так, давайте дальше посмотрим кое-какие моменты. По группам я давно не ходил, не читал, да? Вот новые группы прискакали. Короче, примерно тема эфира этого парня ищем. Еще раз повторюсь. И мы поняли, что вот столько косяков произошло, я прочитал вам до этого и сейчас. Мы понимаем одну вещь, что если Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан будет брикаться, в Казахстане этого нету, я даже не озвучил его, да, понимаете, да? Если будет брикаться к тому, что нам независимость не нужна, это вам очевидные действия, чтобы подумать над тем, что вы будете говорить нам, именно башкиртам и татарам. Вы должны раз и навсегда понять, кыргызы, еще раз повторяю, таджики, узбеки, вы должны понять, присоединиться к казахам максимально, уничтожить внутри себя манкуртов, ну, имеется в виду разоблачить манкуртов, создать такое движение, которое будет топить, как говорится, Алга Азия. Алга Азия, я уже не говорю Алга Казахстан, Алга Узбекистан, Алга Азия, к тому, чтобы мы вместе, все вместе, как в прошлом в СССР, как держались, да ведь, как держались в прошлом Туркестане, как держались в татарских ханствах, астраханских ханствах, крымских ханствах, как держались вместе постоянно, мы должны сейчас полностью объединение сделать против Москвы. И это только сделает, я еще раз повторяюсь, люди от 30 до 50 лет, которые возьмут в руки оружие. 30-50. А те молодняки, которые сейчас со мной общаются, какие-то есть разные движения,
молодых патриотов Татарстана и Башкортостана, они будут нам помогать хотя бы информационными, так сказать, сбросами и действиями информационного порядка. Мы им максимально не должны давать оружие в руки, не должны. Поэтому вы должны понимать, и азиаты, и все вместе мы должны полностью, блядь, разъебать Москву, понимаете? Поэтому первая задача, это я в тот раз в эфире я вам говорил, блядь, кыргызам сменить правительство, узбекам сменить правительство, туркменам сменить правительство, таджикам сменить правительство, казахам, само собой, тоже сменить своего правителя, поставить туда нормального, который будет говорить «Алга, Казахстан», и вы вернете свое, так сказать, независимость в полном объеме, а не так, как одна какая-то ебаная ваша часть топит за Москву. Вот полностью, понимаете, біздің замана келді. Мына замана деген Башқұртстанда нендер бір жиырма нәрседір иштайм мен har вақыт. Замана дегенде мне аж, знаете, какой-то вот такой сила приходит, да, замана, это получается заман, да, замана, біздің вақыт, да, так сказать, наше время пришло. Туганлар, наше время. Вот мне 40 лет, и пришло наше время, блядь, восстать, блядь, как восстание машин, блядь, разъебать это Москву, блядь, уничтожить, блядь. И после этого нам уже конкретно будет свет зеленый, иншаллах, на том, чтобы мы построили побыстрее независимые свои республики, разоблачили полностью Москву на весь мир, дали понятиям европейцам, само собой, африканцам, арабам и американцам ебаным, блядь, дали понятие, что мы можем жить независимо, блядь. Нам не нужна нахуй, блядь, мамочка нахуй. Не нужна нахуй Сося нам, блядь, постоянно московская, блядь. Мы сами без Соси тоже можем жить, блядь. Заебали нахуй нас кормить нахуй завтраками, блядь. Что, блядь, у нас будет какая-то педерация хорошая, блядь. Ничего не будет педерации. Пидорасы только находятся пидорасы. А мы не пидорасы. Нам нужно избавляться от пидоризма, нужно создавать нормальные условия. И вот как раз здесь одна тема, Габасов пишет. Получение высшего образования в Казахстане для башкирской молодежи из Российской Федерации, включая наличие грантов, условий обучения и процесса поступления. Квоты и гранты для тюркских народов РФ. Для абитуриентов тюркского происхождения, в том числе башкир с гражданством РФ, ежегодно выделяют следующие гранты. Башкиры 5 грантов, татары 6 грантов, чуваши 2 гранта. Фактически, по данным приемной комиссии, каждый год поступает 1-2 студента, несмотря на выделенные квоты. Финансовая поддержка в зависимости от типа поступления предусмотрены разные формы финансирования. При поступлении на грант стипендию выплачивают Казахстан и Турция одновременно. При поступлении по квоте стипендии выплачивает Турция. Также предусмотрена компенсация транспортных расходов, 3 поездки домой в Башкортостан в год туда-обратно. 2 поездки оплачивает Турция, 1 поездку оплачивает Казахстан. Общее общежитие предоставляется на льготной основе, стоимость проживания низкая. Подготовительный год, первый год обучения подготовительные студенты изучают турецкий язык, казахский язык, дополнительный английский, дополнительный русский. По итогам 2 семестров наиболее успешные студенты могут получить возможность продлить образование Турции. Признание диплома, диплом Международного казахского турецкого университета им Ахмета Ясави, МКТУ, признается в Казахстане и в Турции. Процедура поступления. Поступление приходит 3 этапа. Сбор документов, работа приемной комиссии. Короче, в Казахстане существует реальные и доступные возможности для получения высшего образования для башкирских молодежи из РФ. Программа включает гранты, стипендии, льготное проживание, поддержку Казахстана, Турции, а также языковую подготовку и присутствие дальнейшего обучения в Турции. Это такой рекламный сброс, я вам скажу. И самое одно мне не понравилось, 5 грантов. 5 грантов это сколько человек? 5 грантов это 5 детей, 5 людей, что ли? 5 людей, блядь, из Татарстана 6, из Чувашии 2? Это нахуй надо. Я вам скажу, нахуй это надо, блядь. Ехать в Казахстан, учиться, блядь. Я вам расскажу другую тему. Вот недавно узнал. Вы можете смело поехать, бесплатное обучение в Эмираты, там, туды-сюды, вот туда можете поехать, это раз. Кто хочет приехать в Европу, вы можете смело приехать в Италию, и еще посмотреть другие какие-то страны, где реально учат бесплатно. Вы можете поступить бесплатно, стипендию платят, жилье дают, вся хуйня нахуй.
приехать и поступить, учиться на любые языковые курсы, на всякую дичь, нахуй. Вы смело можете приехать в Италию, блядь, нахуй. Я не знаю, во Францию, везде. А я тоже не знал. Оказывается, реально существуют бесплатные, нахуй, движухи. Так что вы можете поискать, блядь, бесплатное обучение в Европе, блядь. И смело ехать, блядь. А не так, блядь, ехать из 5 грантов, блядь. 5 грантов, если это было бы 5000 человек, хуй с ним, блядь. Но 5 грантов, это, блядь, 5 детей, туда поехать в год, 5 детей, и в Казахстан, что-то нахуй не могу понять, блядь. Как братскую страну 5 детей в год, блядь. Ну это что за дичь, блядь. Легче нахуй за деньги уж поехать учиться, блядь, куда-нибудь, блядь, уж на то пошло, блядь. Вот, допустим, я из-за того, что дешево было, я в Кыргызстан поехал учиться перед армией. Допустим, если в Башкортостане в то время 1000 евро было оплата, да, допустим, а я платил в Кыргызстане только 100 евро в год. Понимаете, я поехал туда. Вот таким образом вы можете поехать в любую страну, блядь, за деньги. А бесплатно вы можете приехать в Италию, в Европу, в Саудовскую Аравию, куда-то там тоже по исламу учиться бесплатно. Вот так. И даже другие учебы бесплатно. Просто нужно поискать. И я об этом тоже не знал. Вот недавно, вот на днях мне чувак подсказал. Если интересно будет, подписывайтесь в мой телеграм-канал. И я вам закидаю этих всяких инстаграмов и адресов, куда обращаться, короче говоря. Вот так. Мой инстаграм вы знаете. Блядь, инстаграм, говорю, подписывайтесь. И инстаграм тоже подписывайтесь. Телеграм. Телеграм, вот у меня телеграм, Босния называется. Босния, телеграм. Максимально можете подписаться. И там будут постоянно свежие эти всякие движухи. Так что имеется в виду, если вам интересно будет бесплатно учиться, вы можете смело искать его в интернете. Бесплатное обучение, Европа, какие-то арабские страны и так далее. Даже в Австралию. Австралию вы можете поехать, бесплатное обучение найти. Вообще проблем нету, блядь. Бесплатное. Еще раз говорю, блядь, бесплатное, блядь. Я сам в ахуе был, блядь, когда узнал, что бесплатное. Поэтому за бесплатные движухи вы смело можете делать такие дела. Мне, знаете, от вас ничего не нужно. Мне ничего не нужно. Главное, мне от вас что нужно? Вы должны выйти из манкуртского состояния, блядь. Ваше ебаное манкуртское состояние, это для нас, для нашего сердца, это болезнь, блядь. Понимаете, мы от этого страдаем. Из-за того, что вы манкурты, блядь. Вы, манкурты, должны, блядь, максимально уменьшить свое, блядь, нахуй, так сказать, манкуртское состояние, блядь. Вы же такие же башкортлар, шундыюк татарлар, блядь, узбекляр, кыргыз, казаклар. У вас тоже хватает этих манкуртов, хуево туча, блядь. Вот это манкуртское состояние вы должны уничтожить, блядь. Уничтожить. Это такой же болезнь, как высокомерие, блядь. Даже хуже. Но высокомерие, блядь, тоже не лучшее дело, блядь, нахуй, да, по исламу мы знаем. Поэтому вы, если вы уничтожите свое манкуртское состояние, то вы смело можете присоединяться к... Вы тогда только осознаете, что Москва это зло, русские это нацисты, и нигде в мире, как они, блядь, нацисты, вы нихуя не найдете, блядь. Нет сравнения их нацизма, блядь, с этим ебучим Гитлером, фашистом, блядь. Одинаково, блядь, даже, блядь, хуже даже. Почему? Потому что Путин ученик Гитлера. Поймите, блядь, Путин ученик, блядь, этого ебаного немецкого фашиста, блядь. И после этого вы имеете в виду, как та пословица, ученик лучше учителя, блядь. Не зря же говорят, блядь. Почему? Потому что ученик, блядь, все косяки своего учителя осознав, пошел на Украину, блядь, воевать. На Украине, блядь, почему такой идет геноцид, блядь, украинского народа, блядь? Потому что, блядь, ученик-то хороший, блядь, пидор Путин, понимаете? И поэтому уйдет такая жестокая война, блядь. И плюс еще он до такой степени обучился, блядь, что он уничтожает и своих, блядь. Гитлер ведь своих ценил, блядь, он своих не уничтожал. Где вы, блядь, читали где-нибудь, что Гитлер уничтожал своих немцев, блядь? Нихуя! Немцы, блядь, такие одетые были, они так, блядь, блядь, четко упитанные, нахуй, такие были, блядь. Амбалы, блядь, такие шли, блядь.
войска, блядь. Не было там таких, как вы, блядь, и хуево мобилизованные какие-то бомжи, блядь, которые едете из-за денег 200 тысяч рублей, блядь. Не было такого. Поэтому, исходя от этого, у Путина уже движуха чуть другая, блядь. Ученик лучше учителя. Он вообще, так сказать, маньячелло, блядь, конкретно, блядь. Маньяк, блядь, который и тут мочит, и там мочит, и кайфует от этого, нахуй, блядь. А вы не можете понять. Я и еще раз повторюсь. Не, блядь, я не могу понять это вот, как сформулировать это выражение, блядь. До такой степени, ну вот, Аллах Та'аля нам сделал любовь к себе. Почему в Башкортостане, в Татарстане, в Чечне, Дагестане, что, у вас нет любви к себе? У вас нет любви к себе, вот самому эгоизму. Не любите вы себя, что ли? Вы что, ебанутые? Просто идти за Путина умирать, блядь. Вы ведь еще гордо, блядь, идете. Гордо то, что вы русский, блядь. Русский башкирт, русский татарин, блядь. Идете гордо, блядь, за Путина умирать, блядь. И вы, что, у вас нету такой какой-то саможилки, самосохранения, блядь, такого нету? Вам дома не учили, что ли? Что, блядь, умирать нельзя просто так, блядь. За шайтанов же вы умираете. Вы что, вы не учили дома, блядь? Я же в мирах, так сказать, блядь, и в Узбекистане, и в Башкортостане, ну, явно, блядь, самосохранение нам, блядь, я не знаю, в крови это, блядь, самосохранение, блядь. Почему вы не самосохраняетесь? В чем ваш подвох, блядь? Может, мы поможем вам, блядь, чтобы вы, блядь, сука, пришли в себя? Шапалак дать нахуй вам, блядь, подзатыльник, сука, дать вам пизды, чтобы вы очухались, блядь. Я не могу понять, почему вы можете, блядь, в 21 веке таком, так сказать, кайфовый период, блядь. И мы не в пещерах живем, блядь. Телевизор бар, блядь, компьютер бар, телефон бар, интернет бар, блядь. Голые сиськи, блядь, там то, все, блядь. Кайф, блядь. Чё вы нахуй претесь на войну, блядь? Вы что, дрочите на войне, что ли? Я не могу понять. Почему вы идете на войну, самоубийством занимаетесь? Башкирт, блядь, татар, блядь, вообще, вот это вам конкретно касается. Не говоря, блядь, Азии, узбеки, таджики, кыргызы. Вы-то что претесь, блядь? Вы-то что претесь, блядь? Метайте нахуй свою Москву ебаную нахуй. Если уж до такой степени приперлись, блядь. Подметайте Москву, хули вы в автоматы берете, блядь. Свою родину надо защищать, блядь. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Вот там защищайте свою родину, блядь. Если невъебенные солдаты вы такие, блядь. Хотите работать, идите воюйте там у себя. Не воюйте, но имеется в виду военную часть, идите и там живите, работайте. Пусть вам платят. Скажите, мы добровольцы, вы солдаты, мы хотим там служить у вас, блядь. У Мирзияева, там, у Тукайки, там, еще у кого-то там, блядь. Там живите на войне, блядь. Ну, имеется в виду, если вы любите носить или там, как лохи быть в армии, блядь, в России. Вы чё? Я не могу найти какие-то объяснения. Какого хуя азиаты едут? Видите же, башкирты, татары умирают, блядь. Вы-то чё претесь, блядь? Дагестанцы сколько положили, блядь. Дагестанцев хуево туча умерла, блядь. Да хрена умерла. Вы думаете, что, они не умирают, что ли? Это такие же манкурты, блядь. Чеченцы. Вы думаете, что, чеченцы не умирают? Чеченцы тоже умирают. Просто кто-то хитро выебанный, чуть-чуть хочет пожить, а кто-то долбоеб умирает сразу. Вот и все. Так, вот здесь вот что-то загрузили. Как раз вот какие-то про Татарстан давайте пройдемся. Может и про Башкортостан тут что-то скажут. Но суть идет, скрин экрана идет. Про Татарстан. Ну, когда мы говорим про Татарстан, это касается всех. Вы имейте в виду. Если мы говорим про Башкортостан, тоже касается всех. Про Чечню, Дагестан тоже самое. Вы не должны как бы от этого, ну, как бы отнекиваться, да? Вся дичь идет от Москвы. И получается, если какая-то республика пытается что-то довести до вас, вы должны как-то научиться прислушиваться к каждому народу, который топит за свою независимость.
И тут вот как раз про Татарстан давайте прочитаю вот Озат Татар группасы какой-то. Сколько мусульман в Татарстане? В период российского правления ислам подавлялся долгие годы. Сначала в период царизма и империи, а затем в советское время. Сегодня ислам является одной из основных религий в Татарстане, которая исповедует до 53%. Ну, конечно, не поверю, конечно, ну этнически, можно сказать. Население, составляющее по оценкам 3,8 миллиона человек, что делает его самой распространенной религией. Окей, где находится страна татар? Татар также пишется как тартар. Любой представитель нескольких тюркоязычных народов, которые в общей сложности насчитывали более 5 миллионов человек в конце 20 века и проживали в основном в западно-центральной части России вдоль центрального течения реки Волги и ее притока Камы, а оттуда на восток до Уральских гор. На каком языке говорят в Татарстане? Татарский язык северо-западный, кипчакский язык тюркской языковой семьи, входящий в алтайскую языковую группу, распространен в Республике Татарстан, западно-центральная часть России, а также в Румынии, Болгарии, Турции и Китае. Когда татары приняли ислам? Крымские татары в большинстве своем приняли ислам в XIV веке. И впоследствии Крым стал одним из центров исламской цивилизации в Восточной Европе. Резко про Татарстан, и тут про Крым пошло. Странный, конечно, обхват идет. Татарский это то же самое, что и русский. Сегодня татарский язык является официальным языком Республики Татарстан, наряду с русским. Большинство татар владеют как татарским, так и русским языками, хотя татарский язык сегодня не находится под угрозой исчезновения. Он менее престижен, чем русский. Высшее образование на татарском языке предлагается в вузах Татарстана, но не по всем направлениям. Что за пиздеж, блядь? Это что за пиздеж, блядь? Это, наверное, какую-то историю он откопал, кто этот, блядь, загрузил. Безопасна ли Казань, Россия? Безопасность, Казань безопасный город, поэтому нет необходимости проявлять повышенную осторожность. Наиболее опасный район города – треугольник между улицами Профсоюзная, Кремлевская, Баумана и Православная, где и обилие ночных клубов создает потенциально проблемную зону. Тоже дичь какая-то. Кто покорил Татарстан? Волжские булгары приняли ислам и влились в состав различных тюркских народов, образовав современную волжско-татарскую этническую группу. В 15 веке регион попал под власть Казанского ханства. Ханство было завоевано Иваном Грозным в 1552 году и упразднено в 1708 году. Был ли Чингисхан татарином? Родившийся в северной части Центральной Монголии около 1162 году, Чингисхан изначально носил имя Тимуджин, в честь татарского вождя, который захватил в плен его отец Есухей. Узнав о смерти отца, Тимуджин вернулся домой, чтобы занять пост вождя клана. Это тоже странно, блядь, пиздец, я бахую. Как сказать привет по-татарски? Как сказать привет по-татарски? Исан Месес. Охуеть. Привет, блядь, вроде салям дайн, да Исан Месес, блядь. Это какой-то дичь. Откуда это откопало? Почему в России есть республика? Республика образована в начале 20 века Владимиром Лениным и большевиками после распада Российской империи в 1917 году. Поняли, да, кто образовал этот пидорас Ленин? Должны были стать номинально независимым регионом Советской России с правом на самоопределение. Ага, определение им, блядь. Республики имеют свои собственные конституции, официальные языки и государственные гимны. Пиздец. Это, оказывается, взята информация о татарах и Татарстане на одном из британских сайтов. Дичь конкретная, блядь. И какими местами вы согласны или нет, напишите, если что. Так. Ну, это можно не читать. Идем дальше. Что можно еще? Вот этот момент на татарском хочется прочитать. Интересно просто. Чтобы мы
Вот здесь комментарий почитаем. А что там актив лучше заметишь? Лайк. Нам будет хауе. Салам, братан, из Казани. Ты на работе, что ли? Да нет, не работаю это. Ты откуда? Отсюда. Когда уже как один развалится остаток Рашидской империи. Татарин, ты молодец. Алга Азия. Дорогой, желаю, чтобы твои слова дошли до всех братьев. Рахмат. Так, здесь. Потому что не поймут дагестанчане, ингуш, черкесы, другие не тут народы. Почему не на Мойве? Почему не на Мойве? Почему не на Мойве? Ёб твою дивизию, блядь. На какой мове, ёпта? Я же не хохол, блядь. Пиздец, блядь. На Мойве, блядь. Мойва, блядь. Это рыба же, блядь, да? Мойва. Рыба Мойва, блядь. Пиздец, вирус ёбаный. На Мойве ему захотелось. Дагестан, Башкортостан, ассалам алейкум, Мухаммад. Я здесь, а то это, что-то я первый раз вышел, что-то вообще сказали не работает, блин. Пожилая устрица. Сука, ну название, блядь. Ой, блядь. Так, вот, как раз тем, которые говорят, что почему не на Мойве, да, блядь. Вот давайте на Мойве, блядь. Почитаем, блядь. На Мойве, блядь. Вот, Рус, не знаю, Мухаммад, брат, ты поймешь или нет, но вот давайте прочитаем вот на татарском языке. Попробую прочитать, потому что мне тоже надо тренировать язык. Имеется в виду, узкожопые же, блядь, уничтожили школы, блядь, в Татарстане, Башкортостане. И я вот лично, блядь, я уже ну, и не мог бы, наверное, блядь, не учился в татарской школе, блядь. Я его в глаза не видел, татарскую школу. Вот прочитаем про русскую общину под прикрытием закона. Рус милләтчеләрен үзенчәлекләре. Үзенчәлекләре. Порой буду запинаться, потому что, блядь, мне какие-то слова могут быть незнакомые, поэтому я буду тупить, так что без обид. Так, Россия масса күләм мәгълүмат чараларының ныклап урнашкан традициясе. Әгәр җинаятьче рус икән, халык алдында җинаять кыла алмаган югары әхлаклы һәм рухи дөрес рус кешеләре турындагы образны бозмас өчен бу хакта искә төшермәү яхшырак. Бигрәк тә, әгәр бу җирле халыклар территориясендә булган булса, русларга каршы юнәлдерелгән погромнар башланмасын өчен мондый хәлләр белән шулай ук рус общинасы тибындагы экстремистик оешмалар да кызыксынмый. Әгәр дә җинаятьне рус булмаган кеше кылган булса, бу хакта бөтен җирдә язачаклар, руслар үз көчләрен һәм әйләнә тирәдәге халыклардан өстен булуын күрсәтә белән шөгыльләнсеннәр өчен. Русларны күзәтеп еш кына җинаятьчене милли билге буенча әзерлекләүгә җирле халык вәкилләре дә кушыла. Алар күпчелек кебек булырга телиләр һәм теләсә кайсы вакытта шундый ук әзерлекләүне аларның үз милләтенә карата да оештырырга мөмкиннәр дип уйламыйлар. Особенности русских националистов. Но как раз это относится к тому, что когда Дагестан, Чечня, вот особенно вам это относится, татары и башкортов, они вообще не озвучивают никогда в жизни, блядь. Когда пизды этому узкожопому кто-то дал из Дагестана, какой-то боец в этом Покровский рынок, если помните, Москва, Покровский рынок. Раньше был Покровский рынок, до Садовода, до всякой в этой ебучей Фуд-Сити был Покровский рынок, Айзерский рынок.
И там шли, блядь, парочка какая-то, и что-то, блядь, доебались, и, получается, этот боец какой-то ёбнул этого узкожопого, и он сдох на месте, если помните. Ну, это было лет 5-10 назад, блядь. Ну, примерно, когда был Покровский рынок. Ну, наверное, лет 15 назад, наверное, блядь, уже, можно сказать так. И вот я как раз там недалеко жил, и пиздец, пошло-поехало. И вот тогда они что сказали? Дагестанец убил, блядь. Кавказская внешность убила, дагестанец убил, блядь. А вот когда дагестанец, вот как раз об этом тут говорится, побеждает где-то там в Америке, дает пизды американцам или натягивает, ну, как этот Хабиб. Хабиб натянул, блядь, этого Конора это, Макдоналдса, нахуй, этого Макгрегора, блядь, ебучего, кота за яйца ему натянул, блядь. Тогда, блядь, русский дагестанец, блядь, там вообще русский победил, блядь. Нихуя там не этот, не Кавказ, не кто-то, блядь. А вот когда, блядь, вы им пизды даете, блядь, все сразу, вы, блядь, дагестанец. И вот как раз об этом тут и говорится. Теперь прочитаю на русском. Особенности русских националистов. Устоявшаяся традиция российских СМИ. Если преступник русский, то желательно не упоминать об этом, чтобы не портить в глазах населения образ о высоконравственных и духовных правильных русских людях, которые не могут совершать преступления. Ну да, они же такие, блядь, чистюли пиздец, нахуй, блядь. Но мы только знаем всех Чикатил, блядь, в Москве, блядь. Одни, блядь, узкожопые эти Чикатилы, хуетилы, нахуй, маньячелы, блядь, вся дичь, нахуй. Блядь, узкожопые, сука, блядь. Или там евреи, блядь, переделанные под узкожопых. Особенно если это произошло на территории коренных народов, чтобы не начались погромы, направленные против русских. Подобная ситуация также не интересуется экстремистские организации по типу русской общины. В случае, если преступление совершил тот, кто не является русским, об этом напишут повсюду, чтобы русские могли поупражняться в демонстрации своей силы и превосходства над окружающим народом. Наблюдая за русскими часто к травле преступника по национальному признаку, присоединяются и представители коренных народов, желая быть как большинство и не думая о том, что в любой момент такую же травлю могут организовать и по отношению к их собственной национальности. Вот этот момент на татарском понял я чуть по-другому. И тут как-то переведено чуть по-другому. Странно, блядь. И тут вот вопрос возникает. Үз милләтенә карата да оештырырга мөмкинлек дип уйламыйлар. Оно почти, да, так и переведено, но тут есть двуликое понятие вот этого предложения. Какое? Я вам хочу вот это объяснить и себе, и вам. Что в любой момент такую же травлю могут организовать и по отношению к их собственной национальности. Но здесь он не добавил еще другую тему. Я думал, на татарском оно было так, но и на русском говорится вот так. Получается, здесь говорится, что присоединяются к этим пидорасам узкожопым местное население. Допустим, в Башкортостане могут внутри узкожопых башкиры быть, или там, не знаю, на Кавказе еще кто-то может быть с ними вместе. Понимаете? А это я часто наблюдал в армии. В армии мы говорили с вами, да, говорят, нацизма нету, блядь. Я 2 года служил, конкретно был нацизм. Но он, знаете, какой был нацизм? Дедовщиновский нацизм, блядь. Дедовщиновский. Когда в эту дедовщину врезались все национальности, получается, все национальности, и долбили, так сказать, мягкую нацию. Долбили мягкую нацию, которая не дает отпор. Говорит, окей. Вот такие национальности долбили мягкую нацию. И вот это был нацизм вместе с узкожопами. Получается, эти дембеля примазывались к узкожопым, и они вместе, типа, положенцы, блядь, в роте там или где-то там, сержанты какие-то невъебенные, козлы. В итоге тут такая же дичь. Когда узкожопые идут по Москве, с ними могут идти и другие национальности. Оно, значит, так и есть, наверное, блядь, если об этом тут говорится, блядь. Ну, я что-то такого не видел, конечно, ну, по крайней мере.
И исходя от этого, блядь, узкожопые нахуй могут мутить на разных территориях свои движения, а наши молчат. И тут хочу добавить, почему, когда один дагестанец или кто там вышел же в Москве, если помните, давайте мы соберем там против них что-то, и все, его зашнуровали. Помните, в Москве он что-то пизданул в прошлом году, и его зашнуровали. Потом он говорил, ой, я ошибся, пырым-пырым, что-то заднюю начал рубать. Вот поэтому, исходя от этого, если узкожопые есть в России, значит против него должна выходить каждая нация. Каждая нация должна создать свое национальное общество, несмотря на закон, блядь. Допустим, в Башкортостане собраться всем башкортам, в Татарстане всем татарам, Дагестан, Чечня всем собраться и выйти в объединенное движение, блядь. Слабо такое сделать? Вот такие движения надо делать тогда. Если вы не хотите с нами воевать, делайте тогда сами, как хотите. По пизде ладошкой, как говорится. Можете ласкаться, можете полоскаться там, блядь. Что хотите, делайте. Имеется в виду, слабые движения делайте хотя бы. Импульсы хотя бы показывайте нам, что вы в деле, блядь. Понимаете? А тут так, блядь, вы как-то вообще не в деле. Понимаете? Мы вам разные варианты кидали. Или что-то делаете нахуй против узкожопых, что-нибудь, я не знаю, блядь, разъебите нахуй, сломайте, блядь, нахуй, поезда взорвите, блядь. Ну что-то хотя бы полезное начните уже делать, блядь. А не вот эта дичь, которую, блядь, мы постоянно слышим, что узкожопые прошлись там, узкожопые тут, пиздят узбеков, пиздят таджиков, кыргызов, блядь, выгоняют их, чурок, блядь, нахуй, а потом им, блядь, скоро придут африканцы с индусами, разъебут им бошки, блядь, всем, и все. Тут далеко бегать не надо, нахуй, блядь. Скоро будете жрать, нахуй, как говорится, санные трусы, блядь, с носками вонючими, нахуй, будете кушать, нахуй, в индусских, блядь, ресторанах скоро, блядь, у вас начнется. Ничего, блядь. Европа попробовала, и вы будете пробовать. Проблема, что ли, нахуй? А их хуево туча в Индии, блядь. Хуево туча. Так что им некуда девать этих голодранцев, блядь. Приедут к вам, блядь, ебать ваших девочек, нахуй. Пёзды ваши. Так, идем дальше. Э, 6 декабря загружено. Вот как раз хорошая тема. Буду сразу же читать на русском, было написано и на татарском. Это тем на мове, поме, вот этим долбоящерам. Есть и на татарском, но вам придется потом и на русском читать. Поэтому я буду читать уже на русском языке, чтобы вы понимали. Я не делаю такой только татарский эфир, потому что этот именно канал создан для всех. И могут даже и узбеки не понять меня. До конца, может, и казахи могут не понять меня. Поэтому, как бы, исходя от этого, делаем на русском в данный момент пока. Подавно Казахстан, говорю, Кавказ, и Дагестан, и Чечня, они не поймут. Есть только не кумыки. Не знаю, Ильяса нету, наверное. Кстати, Ильяс завтра уезжает. Ему пришла, так сказать, весточка. Едет отсюда он. Так, покажу сразу тему эфира, так сказать, тему эфира, блядь. Вот об этом будет речь идти. Что за дичь это, блядь? И с чем его едят, блядь, посмотрим. Было написано на татарском, читаем на русском. Хочется затронуть одну из главных тем, которые почему-то обсуждают мало, но она является самой ключевой проблемой, которую придется как-то решать. Это полное ядерное разоружение России. Около 45% всего ядерного оружия в мире приходится на Россию. 4309 единиц в военных запасах, а на пару США уже 90%. Это создает проблему и угрозу для безопасности других стран и является одной из главных причин, почему распад России в сегодняшнем виде крайне невыгоден другим странам. Потому что в теории, если произойдет раскол России по сценарию СССР,
например, то неизвестно, у кого окажется это оружие. И далеко не факт, что новое государственное образование на построссийском пространстве решат одновременно и дружно ликвидировать это оружие, поскольку в целом население сегодняшней России едино по менталитету, а для раскола нужны антироссийские очаги сопротивления, там, где должен существовать и расцветать свой уникальный менталитет, язык, культура, образ мышления и т.д., который существует в скудном количестве, возможно, лишь в некоторых национальных республиках, таких как Татарстан, Башкортостан, Чечня, Ингушетия и т.д. Ну, и Дагестан можно было бы написать, блядь. Ну, это тоже какой-то ебан пишет, блядь. А сегодня антироссийские очаги сопротивления подавляют семимильными шагами. В остальных регионах мы видим явно русский мир, который после отделения от России ничем не будет отличаться от сегодняшней империи. Такое пространство, как нынешняя Россия, скорее всего, не расколоть к большому сожалению. Поэтому распад России несет скорее стратегический характер в долгосрочном перспективе, но никак не в краткосрочном. Просьба проанализировать это и написать ваши мысли по этому поводу. Да хули писать, блядь. В первую очередь можно доебаться до его предложения, которое не заканчивается до точки, блядь. Я заебался, не могу остановиться, блядь. Это уже минус, блядь. Ты, когда человек пишет от себя тяну, блядь, нахуй, хотя бы конструктировать, нахуй, сука, научитесь, пишите, блядь, как-то с абзацами, блядь. Отделите, блядь, какой-то кусок, блядь, чтобы человек, блядь, поразмышлял, блядь, и так далее. А нахуярил, как, блядь, повесть ебучего Пушкина, блядь. Тут вот как раз я хотел остановиться, сказать. 4300 единиц. Как раз я в каких-то эфирах в прошлом годах я говорил вам об этом. Я вам предлагаю, чисто мое, вот я уж 1000 раз об этом, наверное, говорил об этом. И это все оружие мы разделим между собой. И вот как раз мы узнали 4309, допустим, да. Это мы за это все время, может, они еще дохуя понасоздавали, блядь. Допустим, пусть оно будет нахуй 5000 штук. 5000 штук мы распределить должны на все государства, которые разделятся в крупном обличии. Это Кавказ, это Татарстан с Башкортостаном и так далее. Бурятия, Якутия и так далее. Чтобы мы распределили эти ебаные нахуй оружие между собой. Мы должны поделить его нахуй. Почему? Потому что если мы это не поделим, у каждого долбоеба в стране возникнет мысль нахуй захватить другого. И это будет нахуй. Это будет. Это мы с вами, мы можем сказать, о, брат, блядь. А там будет. В дальнейшем мы сдохнем, нас не будет. И там будет деление дальше. Деление дальше, ебли дальше будет. Поэтому мы обязательно должны будем это разделить и забрать у все, блядь, нахуй, преимущества у Москвы, блядь. Москва только кутак оставим, нахуй, голый, блядь, ободранный хуем дадим, и все, блядь, пусть его лижут они. А нихуя им не дадим никакого оружия и подавно ядерного, блядь, потому что мы видели уже за все время ихнее, блядь, вот это действие, блядь. Ой, я нажму, блядь, нахуй. Не трогай мою жопу, нажму, блядь. Вот это заебало, понимаете, блядь, нахуй. Заебало, блядь. Нажму, не нажму, блядь. Как эта девочка целка, нахуй, ломается, блядь. Дам, не дам, блядь. Вот из этого заебали. Нахрена нам такая, нахуй, власть нужна вообще, блядь, которая не может, блядь, за свою жопу ответить, кроме этой кнопки, блядь. Понимаете? И поэтому, исходя от этого, война, которая сейчас в Украине тоже происходит, из-за только испуга, блядь, нажатия этой кнопки, она происходит вот такая, блядь, ебанутая, нахуй. Не прицельно по Москве бьют, нахуй, промазывают, блядь, не долетает, блядь. Просто не хотят разъебать Москву. Вот поэтому идет эта ебучая война, блядь, со всех сторон гибнут люди. Из-за того, что, блядь, нахуй, они боятся, что Москва может нажать на курочек. Разъебать там, допустим, Европу или Америку, нахуй, малыми какими-то, так сказать, нахуй, порциями, нахуй, атомной хуйни. Поэтому мы должны, блядь, зациклиться в первую очередь, блядь, как взять независимость. Потом уже делить это все дерьмо, блядь. Начиная, блядь, нахуй, с денег, распределяя, блядь, деньги по всем республикам. И вот это всякое оружие. Всякое оружие. Это обязательно у нас должно быть. Особенно, я даже считаю, знаете, как мы можем его поделить, это все? Мы можем даже его поделить по мусульманским регионам.
Почему? Потому что тем регионам мы все, если отдадим, да, ведь, то там тоже может возникнуть ЧП. В виде, знаете кого? Вылезет, блядь, допустим, в Якутии или в Бурятии какой-нибудь хуй. В виде, блядь, Ким Чен Ына, блядь, узкоглазый хуеплет северный. Вдруг вылезет вот такой уебок. Понимаете, блядь? И тоже гарантии нету, нахуй. И потом начнет махать туда-сюда, туда-сюда, будет говорить, вот вам сейчас ёбну нахуй по Башкортостану, по Татарстану. Они скажут, да пошли вы нахуй. Вот поэтому мы должны понимать, что если если мусульмане, искренне настоящие мусульмане, мы, я думаю, ради Аллаха должны это сберечь. Ради Аллаха. Почему? Это как будет аманат, и аманат будет сохраниться именно у мусульман, а не у какой-то быдла, хуй поймешь, этих, блядь, многобожников, блядь, нахуй, которым, блядь, если вспоминать будем, блядь, если о плохом вспоминать, да, кто пулеметчик был охуенный, который хвастался, блядь? Бурят, блядь, якут. Якут был по кличке, нахуй, буряты, якуты. Это были пулеметчики, нахуй, которые ебашили чеченцев, блядь, в этой чеченской войне, блядь. И это тоже мы должны учитывать, блядь. Поэтому нельзя, блядь, доверять больно этим узкоглазым, блядь. Потому что они тоже, как говорится, так сказать, слабые к тому, что они за все время, блядь, никакой кипиш не провели и так далее. Поэтому, когда им придет какой-то хуй в виде Ким Чен Ына, они не смогут противостоять своему диктатору. И вот когда у них вдруг, не дай Аллах, начнется у них диктатура, мы должны это будем пресечь. Мы не должны давать им стать диктатурами, блядь. Но они могут стать. Поэтому таким странам, я считаю, блядь, нельзя давать. Раньше я говорил, надо всем делить, но я дальше больше, может, блядь, уже вижу, блядь, положение этих людей. Быдлу народу нельзя давать, блядь, оружие, блядь. Так сказать, дураку нельзя давать что-то, чтобы он сам себя не ёбнул и еще нас повредит, блядь. Поэтому я считаю, это будем мы делить именно между нашими регионами, Кавказом, Татарстаном и Башкортостаном, чтобы стояли над этим добрым делом, так сказать, мусульмане. Потому что все-таки у нас все равно не будет такого, я думаю, долбоеба, который захочет нажать и уничтожить весь мир, блядь. Потому что нам самоубийство это законом Аллаха нельзя, и мы самоубийством заниматься не будем. Поэтому, я думаю, атомную бомбу полностью нужно будет определить по нашим регионам и хорошо нахуй его заебенить в землю, чтобы никто нахуй не мог туда ни проникнуть, ни разъебать, блядь, и вообще даже, если даже что-то прилетит туда, чтобы оно там на земле ебануло, и оттуда ничего не вылезло наверх, блядь. Вот примерно так мы должны будем его похоронить. Я так считаю, потому что если мы так по исламу будем жить, да, ведь нам оно не пригодится. Оно нам ни хрена не пригодится, и мы, так сказать, голыми руками тоже мы можем задушить любого врага. Поэтому нам эта атомная бомба нахрен не сдалась. А вот другим, так сказать, слабо передочным, блядь, людям, слабо передковым, блядь, людям, оно может понадобиться, потому что у них очко джим-джим будут делать нахуй, и в итоге они могут использовать его в любом эквиваленте, блядь, и неизвестно, куда оно полетит. Поэтому подобие Ким Чен Ына, блядь, на земле нам уже хватает, я думаю, и Путина, нахуй, нам вполне хватит для памяти нашей, так сказать, ебучей истории. Я думаю, это вот примерно так. Еще раз покажу эту хрень, блядь. Пиздец, да, блядь? Прям, я не знаю, на что похоже это. Я хуею, блядь. Это огромная такая охренеть вещь, блядь. Ну, я ебать того хотеть. Это до такой степени вот нужно поражаться. Я поражаюсь, знаете, что люди придумали такую хуйню, блядь. Вот Аллах Таалям до такой степени он велик, что он дал мозг этим уродам придумать вот такую тему. Представляете, да? Вот как можно было это придумать людям, да? Ну никак без Аллаха они не могли бы это придумать. Поэтому, исходя от этого, вот эта вещь,
по уму, да ведь, по уму Аллаха, значит, все-таки должна была появиться на земле. Должна была появиться. Почему? Потому что, как все говорят, сдерживающая тема и так далее, и так далее. А я думаю, это именно тот момент, наверное, когда все-таки кто-то рано или поздно нажмет. Потому что, если вы понимаете, вера в Аллаха — это, так сказать, предопределение, да ведь? И вот это предопределение, которое мы не знаем же, я же не гадалка, я всегда говорю, да, я же не сверхъестественный человек, чтобы я знать там миллион лет вперед лучше Аллаха. Астафируллах, да? Такого не может быть у меня в голове. Мне нету такого предопределения. И вот у Аллаха предопределение уже есть для нас, для всех. И поэтому я считаю, что вот эта штука не зря просто придумана вообще на Землю, пришла она. В любое время может оно произойти, там, может лет 100 через лет 100, может 1000 через 1000 лет. Придет какому-то долбоебу в голову нажать все-таки эту тему, и люди обратятся в пещерный образ жизни. Пещерный образ жизни, все погаснет, утухнет, будет пылище, вот это, блядь, зной, зона турбулентности. И в итоге, после этого, я думаю, в этот момент, может, и придет какой-нибудь даджаль, маджаль, вот этот ублюдок, который, блядь, придет уже в конце концов к этому моменту. Вот все это может быть вот так предопределено. Как, допустим, Охразаман, когда мы говорим, как он придет? Ну вот придет от такого дебила, который нажмет вот такую хрень, блядь, и ебанет весь мир, блядь. Я так думаю, блядь. Это так чисто уж мои размышления в голове. Э, Так, просто откуда-то скопировал. Ну, Insider UA. Чисто информационная тема. Так, 10 человек, Рахмат, сидят, и справа один. Так, брат, но все же без ядерного оружия в Якутии Китай может расширить свое влияние на Сибири. А вот то, что в этих республиках могут появиться локаторы, тоже согласен. Вот именно, вот именно. Поэтому нет, в Якутии, да, кстати, хорошо подметил, вот именно Якутии и Бурятии мы должны содействовать таким образом, что оружие, если у нас будет, мы их как будто бы такой договор подпишем, что защита будет от нас. А насчет Китая, ну, насчет Китая как бы отдельно можно разговор завести, да, ведь насчет Китая. Но Китаю мы должны, как я и говорил, с Азией, там, допустим, Казахстаном, Узбекистаном, добить за уйгуров, уйгурские земли забрать. И вот в этот момент и определиться, рыпанется ли Китай в сторону Бурятии, там, Алтая и так далее. Вот тогда мы, извиняюсь, должны будем дать конкретное понятие после разъеба Москвы, я думаю, должны будем дать Китаю, чтобы он не рыпался никогда больше. Китаю нужно конкретно сказать: итак, дорогой мой, жрать хочешь? Вот будешь жрать с нами вместе, но только по нашим законам. Если ты не хочешь жрать, блядь, мы закрываем нахуй всю территорию в сторону России, и хуй ты что получишь от нас. Нам, как говорится, у него что-то брать нам не интересно. Мы также можем взять это одежда, хуежда, техника, блядь. Все это дичь мы можем у японцев взять. А все остальные вещи мы можем в Узбекистане взять. Мы голодными, голыми не останемся никогда. Пакистан, Бангладеш нас оденет легко. Поэтому мы должны дать понять Китаю, объединившись, как все говорят, Туран, не Туран, разницы нету. Вот это объединение Азии, объединение Кавказа, уральских вот этих республик, это уже огромный кусок будет, огроменный, не говоря, что Бурятия, Якутия, что означает еще. Тюмень, отдельная тема будет тоже. Вот это все скажем в Китаю. Китайчик,
давай-ка, блин, как этот, блядь, в Москве был же япончик. Япончик, блядь, китайчик, успокойся уже, блядь. Все, Димон, успокойся. Вот типа того, блядь. Димон, успокойся будет. А по-другому никак. Потому что он уже заебал Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. Он создал он зависимость. Это тоже можно, ну, это я уже 1000 раз говорил. Зависимость в Азии. Почему? Потому что манкурты хотят э, удержать свою позицию даже с Китаем. Этим манкуртам даже вообще движуха с шайтаном даже для них нормально. Потому что они долбоебы до такой степени присевшие на деньги. И Казахстан, и Узбекистан, разницы нету, блядь. Не говоря, что наши вот эти республики, блядь, недоразвитые, блядь, никак, которые не могут оторваться от Москвы. Все, все зависят от денег. Поэтому тут Китай для них как ресурсная база, чтобы как бы, ну, как бы не сдохнуть, чисто не сдохнуть. А у себя не хотят ничего делать, у Китая чисто хотят купить и все. И самое главное, блядь, убило, блядь, сколько там миллионов денег, блядь, Узбекистан дал Америке. Нахуя? Вот я вспомнил, чисто добавлю. Нахрена он дал денег, блядь, Америке? Заебали, блядь. Что, в Узбекистане своих проблем мало, что ли, блядь? Денег он дает, блядь, Америке, блядь. Да хз, блядь. Какая-то дичь полная. И вот, 62 американцев хотят, чтобы Украина победила в войне с Россией. 64 поддерживают поставки оружия из США, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. Опрос института Рейгана. Поддержка выросла в обеих партиях 59% республиканцев и 75% демократов. Ну, что я могу сказать? Американцы поддерживают, не поддерживают. От этого не зависит, блядь. Где вы видели, чтобы американские люди, блядь, что-то сделали и что-то произошло, блядь? Ничего не произошло, блядь. В Афганистане война была? Была. Что они сделали? Ничего не сделали. В Африке что-то долбили? Долбили, долбят до сих пор. Ничего не было. Сирия, блядь, нахрен. Палестина долбит, долбит. Ничего не было. Не было. В Германии, блядь, насчет Палестины, скажи, пизды дают охране, эти вот эти менты. Всех хлобусят, блядь, там по полной программе. Даже и немцев они ебашат, и в бобик закидывают, блядь. Поэтому это не работает. С народом ничего не работает. Почему? Как и у нас. Почему в Башкортостане, в Татарстане никто не выходит против Москвы? Против каких-то Куштау, Гора, Мара могут выйти. Там экология, блядь, это... А против Москвы никто. А может Москва все-таки это портит экологию нам, блядь, а? Кровь портит, не то что экологию, а кровь портит, блядь, нам. А мы молчим, сидим. Вот тут очень много таких противоречий, которые, так сказать, задаемся вопросом, и решить никто не хочет. Самое главное, в Башкортостане, в Татарстане никто это не хочет решать, блядь. Как они, наверное, думают, кучка долбоебов на нас, там, Кашапов 30 лет, блядь, Габасов, Айсен там в Турции и так далее. Вот кучка долбоебов, наверное, говорят, блядь, что-то о чем-то. Кстати, на днях просмотрел до конца ролик дагестанцев, которые... Вот я не расслышал, я так понял, короче, этот дагестанец, который вел этот эфир, я загружал в Телеграм, не помню, как зовут его, не расслышал, ну расслышал, что-то я не понял, короче, говорит, я в Нидерландах. Я вот это удивился. Если он что, в Нидерландах получается? Вроде бы говорит, я был в Украине вначале, а потом оттуда они перешли, получается, в Европу, и, получается, он сдался в Нидерланды. Я так понял. Вот так понял. Вот интересно мне стало. Вот. И вот он говорит, тоже у меня, говорит, времени нету вести эфир туда-сюда, и он как бы как-то уходит на какой-то период куда-то, ну, так сказать, дела свои решать.
Поэтому, что я хочу этим сказать? Хорошо, он это как раз-таки, я думал, я один только такой, что я вот не появлялся туда-сюда, а тут, оказывается, люди есть и в таком экземпляре, как и я. Поэтому, что я хочу сказать, максимально, вот и к его словам я присоединяюсь, насчет того, что мне понравилось пару его выражений, что нас никто не купил, нас никто нигде, блядь, не спонсирует, ничего. Видите, где я нахожусь сейчас? И если бы меня кто-то что-то делал бы, я что, здесь находился в каком-то складе? Нет, конечно, блядь. Слава Аллаху, что я на складе, проблем нету. Вообще проблем нету. Да ведь? Но это не означает же, сори, это не означает же, что э, таких, как мы, всех должны спонсировать. Да, он Кашапа может кто-то спонсирует, потому что он живет в Англии. Может спонсирует кто-то. Но и то, блядь, когда-то, может, проспонсировали, блядь, и все. Не работает эта тема, поймите. А вот узкожопых гарантированно спонсирует. Особенно навальнистов. Вы его, ну, очевидно, могли видеть, как навальнистов, блядь, все, блядь, грубо говоря, и в Америке, блядь, встречали, где только не встречали эту овцу ебаную, Навальнюгу. И поэтому их спонсирует. А у нас нету этого. Поэтому как раз ему пишут в комментариях, кто-то написал, я не знаю, может, Мухаммад, ты написал, надо бизнесом заниматься. И он это как раз читает. Да, говорит, надо, наверное, бизнесом заниматься. На самом деле, я вам всем говорю одно, что нужно таким, как мы, объединяться всем, объединяться и решать одну единственную проблему. Создать национальную стратегию, национальную. Объединение вот этих, так сказать, как в прошлом СССР, национальности в одну кучу. Не так, как там иногда там поболтают там Закаев там, допустим, с Кашаповым, какой-то эфир я уже с ними был, вот такое что-то происходит, там кто-то что-то поговорили. Нет, а именно такое объединение нам нужно создать, чтобы наши действия уже были подвешены таким образом, что европейцы внутри Европы, допустим, если мы, да, должны с нами, так сказать, сосредоточенно работать. А те, которые в Америке тусуются, они должны в Америке эту систему создать, объединенную систему. Именно объединенную систему, и она должна быть в что-то объединена, допустим, да? Вот в моем понимании я объединить хочу это в виде национальных блюд, национальной одежды, национальной темы. Ну, имеется в виду что-то в виде национальной кухни. Но любой может предложить свое что-то. И вот исходя от этого, если у нас будет вот это объединение в виде всех, допустим, вот дагестанцы, татары, башкирты, там, чеченцы, буряты, да хоть кто, короче, вся Россия, только, так сказать, в малом количестве, и куда постоянно мы будем соединять людей. Само собой, вы можете сказать, блядь, такие шпионы могут зайти там из манкуртов и так далее. Но это нам не будет ничего грозить от этого. От этого наши мысли ничего не поменяется. Да хоть кто пусть к нам соединяется, блядь. Вообще похрен, блядь. Мы же не как Кашаповы, он начинает вычислять, ой, этот ФСБ, это не ФСБ, блядь, заебали, блядь. Да и нам похрен, кто будет соединяться там. Главная наша задача, вот именно те, которые это создать хочет, вот, допустим, я высказался, да, значит, я инициатор, да, потом мне говорили, что инициаторы ебет инициатива. И вот эта хрень, мы должны понимать, что, значит, наше дело правое, и мы из-за этого мы должны эту тему создать и вести эту тему. Почему? Потому что если мы это не сделаем сейчас, то наши дела идут так, получается. Этот что-то сказал. Ни хрена нету общего. А когда мы это все скажем, по разным критериям поболтаем,
и потом соединимся в одном месте, допустим, в какой-то центральной части Европы, допустим, мы соединяемся, и мы уже там обсуждаем общий такой, да, план. Там, допустим, я что-то высказываю, кто-то там поддерживает что-то его. И потом приходим в одну кучу и решаем одну тему. Как напасть на Москву, допустим, да, ну как эта тема, как уничтожить Москву. И вот после этого, если мы, получается, находим какой-то ответ к этому, там, оружие, людей и так далее, это будет уже план, ну, который уже решенный. План решенный будет. А не так, что один с Турции говорит, один с Англии говорит, я отсюда говорю. Так не пойдет. Так мы никогда ни хера никого не соберем, ничего не сделаем. Почему? Потому что у каждого мнение расходится, там, где-то мы теряемся, и в итоге у нас херня получается. И к нам самый огромный минус – никто не приходит, никто не соединяется. Почему? Потому что некуда их соединить. А наша задача именно будет соединять все национальности в одну кучу, помогать им, чтобы они могли сюда приехать, устроиться, решить им документальный, жильевой, все жилье, документы, всю эту тему мы должны будем решать им, чтобы нас становилось больше. Вот только тогда, когда мы соберем этот контингент, мужчин особенно, да и женщин, пофиг кого, и вот только тогда у нас будет какой-то заскок вперед. А так сейчас нет. Сейчас нет, реально. Как мне сегодня, ну, не сегодня, всегда говорят, тут человек, что 18 тысяч армия воюет в Ичкерии, там, в Украине. Ну, воюет, понятно. А у нас-то нету такой армии. Ни у Башкортостана, ни у Татарстана нету. И в Дагестане, я думаю, столько не соберется, если даже есть где-то. Это мало. Как же мало. Нас нету. Мало. То, что мы не можем собрать. Эту даже какую-то малую часть мы не можем собрать. А вот здесь вот, в данный момент, да, ведь, если мы начали бы эту тему, то мы могли бы что-то собрать. Ну, что-то собрать. Как что-то собрать? Ну, хотя бы к этому идти. А мы даже это не можем делать. Почему? Потому что мы сами себе не можем помочь. Как мы можем еще кому-то помогать? Поэтому у нас вот это и есть тупик. А чтобы мы могли начать помогать, нам нужны больше связей с местным обществом, которое заинтересовано развалом этой пидорасии. Вот это общество, а не то, что они постоянно создают Лига свободных наций, где-то Литва, Латвия, где Польша, что ли, они сделают это мероприятие, Эстония или где они были, и все. Тысячи лет один раз они создают это мероприятие, и все, потерялись, блядь. Ну кому нахуй вы нужны вот в таком виде? Один раз появились, блядь, поболтали, да, вот надо сделать, да, и разошлись, блядь. Но оно так не работает. Поэтому я считаю, что объединение наших вот этих усилий, разных национальностей этой, так сказать, наших земель, я уже даже не хочу говорить России там, да, вот этих наших земель всех, объединение нас, получается, нам нужно сделать тупо просто мини национальный проект вот здесь, на чужой земле. Ну, как говорят, на чужбине. На чужбине сделать мини Россию. Имеется в виду не как с русскими, да, которые говорят, что мы не будем делиться и так далее, и так далее. Без них, максимально без их присутствия, максимально. Если там появится какой-то узкожопый, я не знаю, блядь, он должен быть конкретно заточен на то, что он против Москвы. Он против Москвы. Вот именно такой нам нужен, заточенный. И он должен быть тоже максимально с какого-то региона, но не с Москвы. Потому что москвич на Москву, блядь, я думаю, не пойдет хуярить его. Поэтому нужен нам человек, если даже вдруг он будет узкожопый, он должен быть из регионов, там, допустим, Сибирь, батальон и так далее говорят, да,
Но это не означает, что сибирская страна там появится или что-то в этом роде. Это деление будет определяться именно вот по той теме, кто как там живет и кому это будет принадлежать. Но не русским. Не русским. Русская национальность войдет в наши республики, и будут они там внутри как-то жить. Как хотят, так и будут жить. Как хотят. Но не как этот, не иметь границ с нами. Сейчас. Гасан Джабраилович. А, да, 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 точно, Гасан Джабраилович. И кто он по нации, интересно? А, да, он раньше жил в Украине, а когда началась война, переехал в Нидерланды. Вот, оказывается, он здесь. Я охренел, блин. Еще себе последнее, что осталось у этих манкуртов, встать на колени и поклоняться перед своими хозяинами. Билля. Вот, я и говорю, блин. Вот именно у них вот это и осталось, блин. Поэтому нам нужно сейчас конкретно это всю систему как-то, я не знаю, вот. Ага, вот мне пишут люди. Лакец, да, он? Лакец он? Ага. Лакец. Кто-то пишет, что он этот кумык. Непонятно, короче. Лакец это лахский язык, да, он другой, да? Вот так вот. Так. Много групп всяких мне снова накидали. Давайте что-нибудь почитаем еще. Просто всякие телеграммы у меня заблокировались, и получается я остался без этого. В тот день я читал, не читал, но вот как раз таки добавлю насчет вот это вот дичь. Вагнер, блядь. Примерно у нас такой эфир. Не знаю, блядь, народ не спит, замучили они меня сегодня. До сих пор не уебались. Время 12. Бойцы африканского корпуса Минобороны РФ, сменившего в Мали ЧВК Вагнера, сжигают деревни, обезглавливают и насилуют жителей. Расследование Associated Press. Вот, понимаете? И это, блядь, будет сейчас, как в том, этой херне я вам говорил, видосе у одного какого-то украинца, про Судан, про это все, Мали, Буркина-Фасо. Вот это и есть тот момент, когда уже, допустим, Вагнер, блин, ансамбль, не ансамбль, да хоть что там будет, блядь, дичь какая-то там, назовут там, хоть, не знаю, блядь, лапти, блядь, называют пусть себя они. Но главное, это вот эта дичь поедет из наших республик. Понимаете, там не будет досконально одни русские только, блядь. Одни русские, там могут быть, допустим, тюремщики. Тюремщики, которым сказали, все, езжайте, вы не будете сидеть, вылазьте нахуй. Все маньячелы, убийцы, вот там будут они там. И к ним, когда они будут уменьшаться, будут добавлять, блядь, наших. И наши тоже ничем от них не отличаются. Вы сами помните, вспоминая всего, что этот хуеплет, блядь, какой-то, помните, в каком-то году, блядь, Башхарт расстрелял, блядь, своих солдат, блядь. Какой-то черт, блядь, не знаю, как его зовут. Интересное имя было у него. Вот.
На войне, блядь. Заебенил своих, блядь. Из-за денег, блядь. Вот и все. Да это небольшой народ в Дагестане. Около 300 тысяч человек. Охренеть. 300 тысяч всего лишь, блин. Офигеть. А не 300 тысяч, а 162 тысячи в Дагестане. Офигеть. У лаксов есть свой район в Дагестане, но большая часть живет в Махачкале. Понятно. Спасибо за информацию. Поэтому вот этот протест лайв. Давайте мы посмотрим протест лайв. О чем там говорится? Это частный канал, туда хрен зайдешь. Понятно. О, что-то я это не видел, блин. Адекватные русские из числа поселенцев выступают против строительства новой церкви в Краснодаре, что находится на временно оккупированной территории Черкесии. В Краснодаре нет ни одной мечети, их строительство под запретом. Охренеть, Краснодар, блядь. В Краснодаре нет мечети. Охренеть. Почему? Может, потому что они не попросили Кондратьева? Вопрос задают. Русские нацисты в шоке. В Краснодаре жители вышли на протест, чтобы у них не строили новый православный храм. Безобразие. Кубань многонациональная. Раздоры между людьми совершенно недопустимо. Мы находимся напротив Адыгеи, любимой. Оттуда 5 раз в день мулла нас разговаривает с юбилейным через Кубань. Мы поставим сейчас храм и будем его подперечить. Согласовывался ли вопрос с Адыгеей? Шовинисты уже вопят, что эта ярмарка протестной шизофрении пусть остается позором организаторов и что участники митинга вполне должны бы уехать по статье за разжигание. И никто из них не признает, что это полная глупость строить еще один храм в Краснодаре. Ведь на почти 200 тысяч мусульман там нет ни одной мечети. Даже молельные комнаты постоянно закрывают силовики. И уже и жители чувствуют полную несправедливость. Вот я вспоминаю, знаете, у меня был дембель из Ростова. Из Ростова он был. Лазарев, фамилия, даже его помню, блядь. Такой пидорас был, блядь. Это пиздец, блядь, нахуй. Лазарев, Виталик, что ли, или хуй его. Лазарев какой-то, хуй, блядь. Лазарев фамилия, блядь. Такой гандон был, блядь. Вот пиздец, блядь, нахуй. Потом мне рассказали про него, блядь, его сослуживцы. Он, говорит, был лохом. Приехал когда, блядь. Его самого пиздили. И он потом отрывался над другими духами, получается. Вот такая херня, блядь. У его история была, блядь. Я поражался над его психическим поведением, блядь. Я херевал, блядь. Ну, как бы, когда мы говорим дембеля это сержанты на всю роту. Допустим, 10 дембелей и 150 солдатов, блядь. И должны подчиняться. Вот армия так сделана, представляете, у узкожопов, блядь. Как бы, они решают внутренний беспорядок, получается. А лейтенант и капитаны, вот эта вся поеботина военная, ничего не должны этого видеть, как будто бы. Они знают это, но они делают вид, что они не знают об этом, блядь. Вот такая херня была, блядь, там. Получается, рука руку моет из этой категории. И вот как раз я прям вспомнил Краснодар, Ростов, дичь нахуй. Поэтому я и говорю, весь Кавказ нужно будет до Воронежа. Можно и выше, мне разницы нету. Но главное, чтобы весь Кавказ нужно забрать. Весь. Вот этот Краснодар, Ростов, блядь. Нигде, блядь, узкожопых не должно быть. А потом уже вот эти храмы, которые будут построены, их всех переоборудовать под мечети. Все переоборудовать. Ломать, думал, нахуй ломать. Переоборудовать. Зачем построенную, блядь, сколько они бабла там кинули, да, вот прикиньте, вот какие церквушки.
переоборудовать, снести все минареты, снести все, блядь, купола, ебеням нахуй, и поставить туда нормальные, блядь, правильные, так сказать, конструкции, чтобы оно стало похоже на мечеть. Вот и все. А остальное строение можно оставить. Все равно они его строят из кирпича хорошего и так далее. Они как бы тратят на него. И поэтому, я думаю, умный человек его рушить не будет. А его просто будет переделывать. Легче переделать, чем ломать. Я так думаю. А вот Башкортостан и Татарстан, да, где до хрена понастроили, блядь, эти церквушки, также переделать их под музей, под мечеть, под хоть что, блядь, нахрен. Переделать их, чтобы вообще их не было там. Вообще. Вообще. Чтобы мы, Башкортостан и Татарстан, церквушки не наблюдали. Не наблюдали. Не наблюдали. Вдруг кто-то захочет молиться, пусть он в мечеть приходит и молится. Вот и все. Нахрен нам будут создавать какие-то церквушки по нашим землям. Ничего, брат, мне не сложно. Ой, ё-моё, спасибо. Видите, разваливается у меня все держание. Тронешь, держатель падает, все. На соплях я поставил так. Улакса свой район, так, я читал это, что так. Русских ждет о том, что мигранты понаехали, а сами на Кавказе, на черкесских землях не мигранты разве? И еще выступают против мечети на мусульманской земле черкесов. Я вот этого удивляюсь, бля. Вот этого меня поражает, вот это действие их. Также ведь оно ведь и в Башкортостане, и в Татарстане, и внутри Дагестана эта хрень идет, блин. Не говорят там в Чечне там или что-то в этом роде. Просто вы в этот момент сразу выходите, что-то говорите. А вот у нас в Башкортостане, в Татарстане ничего никто не говорит. Вот это и есть наше обрусение. Вот это и есть обрусил. Вот реально, по сути, вот так посмотреть, Давид, татарина с башкортом ничего, блядь, этот, так сказать, не связывает с их нацией, блядь. Их связывает все с русскими, блядь. Почему? Потому что они реально сами это, как бы, ну, не отрицают. Вот это меня вымораживает, блядь. Ну, тебе же говорят, нет, я татарин. Ну, ты же русский. Нет, я татарин. Вот это конкретно прикол, блядь. С этим, блядь, малышом, блядь, с Карлсоном. Вот, мультик этот, блядь. Вот это и есть, блядь. Нет, говорит, нахуй. Ты, говорит, башкир, татарин. Нет, говорит, я русский, блядь. Вот как раз только противоположность, блядь. Все они орут так, блядь. Да, мы же россияне. Мы же россияне, блядь, заебали, блядь. Вот опять про мечеть, вот как раз противоположная теперь. Нацисты не дали строить мечеть татарам и башкирам. Москва. Русские нацисты и исламофобы не позволили башкирскому и татарскому национальным центрам построить мечеть в Москве. Стоит заметить, сами русские, там что-то написано дальше, ну давайте послушаем вот как раз эту дичь. Выберите, что вам нужно. Мы здесь стоим, нам здесь ничего не нужно. Вот в мечети, больницы и детского сада нам нужно или детский сад, или больница, или клиника. Да, мечеть нам тоже точно не нужна. Раз собирали, я уже Там в тех местах, где стоит мечеть, никаких проблем с местным населением нет. Если жалобы возникали, это все в порядке перекупов. Я вас уверяю, я жил в Щелково, где мечеть стоит. Там я слышал, что были жалобы, но это решалось в порядке уступок. Местном населении в порядке уступок. Вот здесь, где мы стоим, На самом деле, плата за комфорту, если вы готовы с людям тогда денег. скажите, пожалуйста, Почему здесь собрались? скажите, пожалуйста, вот все здесь стоящие, вот здесь проходит высоковольтная линия. Да, направо, а вы не можете поставить мечеть на высоковольтной линии. Хорошо, я работаю программистом. Как я могу ответить вам на этот вопрос? Как? Вы же программировали, где поставить и как поставить. Уверяю вас, программист этим не занимается. А зачем вы тут, когда отвечаете на наши вопросы? Суть вопроса, вы получится, чтобы наши дети
Ну, короче говоря, 4 минуты там дичи это происходит, вы поняли. В Ютубе, короче, загружено с Ютуба. Вот после этого вот и думайте. В прошлом году, помните, я вспомнил еще одну вещь. Путину писали, нашу мечеть закрывают где-то в Балашихе. Помните? Долбоебы выползли. Когда-то я был знаком тоже с имамом, короче, какого-то мечети в Подмосковье. Тоже татарин. Ну, как я понял, он то ли с Мордовии, короче. Ну, какой-то у него акцент. Ну, не наш, короче. И вот он, вроде Балашиха тоже была она. Не Балашиха, вот чуть-чуть подальше. Электросталь, что ли. Вот что-то туда. И вот там, короче, у них построено уже все, уже, блин, уже все. Чики-пики, и им не дали, короче, прикиньте, эту мечеть что-то делать. Охренеть, блядь. Они потратились, построили, грубо говоря, из этого здания, переделали красивую мечеть, прям старинную такую они сделали, как будто, как в Самарканде, да, такие здания сделали. И получается, эту хрень не дали. Ну да, это где-то энтузиастов Горькое шоссе, вот туда, короче, вот в сторону, короче, электростали, да, вот как раз. И все, что с ними сейчас произошло, я даже не знаю. У меня была связь как-то с ними, потом я что-то перестал. Ну, в итоге вот эта мечеть, она нужна была там, реально нужна была там, очень много людей, и мечети нету, получается. И в итоге, короче, сделали так, что то ли она работает, то ли нет, я не могу сейчас сказать ничего. Ну, все сделали, чтобы эта мечеть не работала. И вот они, короче, его как здание красиво сделали, и в итоге, короче, не дали им пользоваться им. Вот такая хрень была. У них там жалобы. А у этих, которые в прошлом году я рассказывал, долбоебы, которые писали Путину, блядь, обращение, спасите там нашу мечеть, блядь, мы хотим молиться здесь, блядь, мы татарские, блядь, московские татары, пата-пата-мата-пата, блядь. Это до такой степени я вспоминаю, представьте, вспоминая до 1552 года, после 1552 года, я вспоминаю, представляю тот видео, который я вам загрузил везде в Ютубе, если вы видели там, как там отрывы какого-то фильма, там холоп, блядь, или там раб, ой, там все, вот, ты слышал меня, блядь, орет на него этот узкожопый, сидит, блядь, и он, да, там, ты понял меня, или что там орет же, вот из этой категории, блин, прикиньте, да, что до такой степени наших, блядь, так сказать, в Башкортостане, Татарстане людей до такой степени зачмырили, что они даже вякнуть против боятся, блядь. Против вякнуть боятся. Не то, что там про мечеть, про что-то еще, блядь, там, я не знаю, блядь, даже про то, что просто, что, блядь, у них нету больницы, про то, что у них нету школ, блядь, дорог, блядь, и так. Ничего они уже ничего не можете вы сказать. И еще самое интересное, тут добавлю, блядь, то, что вы не можете сказать, вы даже боитесь признать мои вот слова даже, блядь, наши слова правильными. До такой степени у вас, блядь, очко джим-джим делает, я не могу понять, почему. Почему вы не можете даже максимально просто присоединиться к нашему эфиру, посмотреть, распространить, не пройти мимо, блядь, поддержать, блядь. Ну, нахуя вы до такой степени, блядь, такие засранцами стали, блядь, которые боятся, нахуй, блядь, Москвы, блядь. Почему вы, нахуя вы так живете, блядь? Взрослые люди вроде, блядь. Чего боитесь-то, я не могу понять, блядь. Умереть боитесь, блядь? Или чё, блядь? Или как вообще? Я не могу представить, какой может быть страх у взрослого человека? Какой может страх быть? Я считаю, блядь, у адекватного человека страха не должно быть. А у вас, я думаю, и страх, он такой, знаете, в денежном эквиваленте, блядь. Допустим, ваш страх, он такой, вдруг, допустим, подпишусь под меня, и вы проебете какие-то деньги. Вот у вас, я такое чувствую, блядь, чувствую, что вы проебете деньги. Какие деньги именно проебете? Имеется в виду, блядь, вашу сладкую жизнь вы проебете. Потому что ведь у нас же не сладкая жизнь,
А у вас сладкая жизнь, блядь. Вот эту сладкую свою жизнь вы не хотите проебывать, блядь, так сказать, разменивать за азатлык Башкортостана с Татарстаном. Вот какой логике вы живете. Каждый, и молодой, и старик тоже. А старику это нахуй надо. Он одной ногой, блядь, в гробу, одной ногой наружу, блядь, грубо говоря. Поэтому тут процесс идет вот этих наших годов, младше меня чуть-чуть там, до 30 лет и так далее. Вот вам это обращение. Вы уже, блядь, пожили свою, блядь, пол жизни или там четверть жизни какую-то вы прожили же свою, блядь. Треть жизни, можно сказать даже, блядь, если до 30. Я думаю, вы должны как-то уже осознавать, что, блядь, мы правильно говорим, блядь. Мы хотим, чтобы, блядь, башкирт, хам-татар, Дагестан, чеченский народ, блядь, жил. Мы что-то, блядь, плохого вам говорим, что ли? А вы не можете понять этого. Да, много чего тот дагестанец говорил, но я не помню, надо было как-то вот вместе как-то его слушать и с ним как-то моментами, я не помню, видите, то, что он говорил. Многие вещи, да, он как раз-таки отвечал на комментарии. Типа ответы на комментарии или там ответы на что-то там было у него, вот такой день был у него. Вот. Моментами какими-то я и с ним согласен, но моментами, может, мы не согласны, не знаю, но много чего я с ним был согласен. На том эфире мне прям интересно было. Я принципиально дослушал его до конца. Ну, от начала до конца. У меня зависает экран, да? Зараза. Значит, интернет не тянет. Почему так? Блин. Ну я так себя вижу там, у меня не черный экран. Интересно, бля. Хрень полная какая-то. Ну, тут что-то моросить начал. Сегодня вот Wi-Fi моросит конкретно. Не этот. Так, сейчас. Так. Тут, короче, вот новости. Надеюсь, меня видно. Если что, напишите. Мухаммад, брат, если не уснул, ты тут? И тут, короче, давайте послушаем. Видео какое-то отправили. Видео какое-то. Человек, получается, сидит в наручниках, непонятно. Не грузится. А вот. Ну вот, короче, обнаружили что-то там. Телефоны, как обычно. Ну да, вот. Опять порнография у них. Постоянно книжки, телефоны. Понаставят всякую хрень. Все ясно. ФСБ и МВД по РТ в ходе совместной операции задержали 51-летнего разнорабочего из Казани, который подозревается в финансировании террористической банды Исламского государства. При обыске у него изъяли банковские карты, экстремистскую литературу, средства связи и компьютеры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности, подано ходатайство по избранию ему меры пресечения в суд. Вот сколько я это не слышал с детства, помню. На Кавказе поймали этого. На Кавказе поймали этого. И потом уже как-то все это уже свыклось, уже мы привыкли. Ну на Кавказе, понятно, поймали. Чё это, почем, блин? Ну, в детстве я вообще не вкуриваю эту хрень. Ну, я-то знаю, что такое там по Узбекистану, допустим, там ваххабиты, у нас было очень много такое выражение. А тут потом вся эта хрень начала намыливаться по Татарстану. Удивительно. В Башкортостане.
Сколько людей посадили, я охренел, блин, когда я об этом начал узнавать, слышать, это просто был шок у меня, блин, от всего этого. То, что я услышал, увидел, блядь, и так далее, блядь. Я говорю, ни хрена себе, такое бывает, что ли? Подумал я, блядь, что в Татарстане и Башкортостане есть, оказывается, еще какие-то ячейки там, каких-то там организаций и так далее, и так далее. Но самое интересное, что это все начало вылазить уже до Путина, это не было слышно. И это вылазить начало вот после Путина. Постоянно во время путинского режима вылазит вот такая фигня, блядь. Постоянно, блядь. До этого я никогда не слышал, блядь. В детстве, да вообще подавно. А вот после Путина мы это слушаем, да, в течение 25 лет, блядь. Того поймали, пятый, десятый, этого поймали. Вот это фигня, короче. Понимаете? Поэтому я считаю, что это полная, короче, ну, затея Кремля, чтобы постоянно давить на на наши нации, что мы такие вот херовые мусульмане, хотим вот что-то сделать, блядь, неизвестно что, блядь, у них же еще ведь одинаковые мысли только, да, одинаково все, блядь, что постоянно только что-то они должны сделать по исламу, блядь. Постоянно какой-то террор, постоянно какая-то хрень, которая вообще, ну, не сходится с очевидностью. Поэтому, видя это, наш народ что говорит? А, да, они какие-то сектанты. Ну да, были херовые, короче. Да, но они же были татары, башкортлар. А вы не думали вообще, а зачем они такие? Для чего они такие? Когда-нибудь вы задумывались вообще, нет? Спрашивали ли самого себя вы, зачем они так делают, блядь? Зачем они вообще, блядь, вообще существуют, блядь? Были ли они вообще на самом деле такие? Вы задавались вот такими тупыми вопросами в вашей тупой голове, блядь? Вы задавались этим? И вот, ну, когда ты маленький, ты этого не можешь понять, этого. Потому что до хрена чего ты не знаешь. А вот тебе, когда уже 40 лет, ты понимаешь все, блядь. Люди понимают уже даже, блядь, в данный момент до такой степени молодежь, блядь, поумнела, что они могут даже из 15-20 лет понять, что такое херово, что такое хорошее. А мы в то время еще пока это не доходило нам, блядь, больно сильно. Но мы тоже понимали, что это такое. А, Б, да, блин. Но не до такой степени. А сейчас все есть. Сейчас есть телефоны, все, вот, вот, бери и читай, блядь. Кто хороший, кто плохой. Оцениваешь ты сам на пути этого. Ну вот, положили кого-то на пол, ну у них же привычка на пол ложить, на землю ложить, хоть грязно, хоть чё, блядь, вот. Что он там, намаз читает или что там? Прочитаем. Татарстанские силовики задержали очередного сочувствующего, который пытался материально поддержать террористов в Сирии. Мужчины в погонах пришли с обысками домой к молодому человеку, который считал своим долгом помочь деньгами сирийским боевикам. Буйного пришлось уложить лицом в пол, потому что он попытался оказать сопротивление. А вот в кабинете следователя этот финансист терроризма уже вел себя спокойно и даже читал молитвы на фоне портрета Железного Феликса, осознавая свою участь. А после сдал правоохранителям все адреса, явки и пароли. Теперь осталось ждать приговора по уголовной статье за финансирование терроризма. Проще, лучше и полезнее было помочь деньгами, например, фонду «Закят» при Дум РТ, и дело благое, и жил бы спокойно. Что я прочитал, да ведь? Дичь конкретная. Я удивляюсь над людьми, вот верующими, да ведь, альхамдулилля, я тоже верующий, да ведь, но людьми, которые помогают другой какой-то стране и так далее. Вот я вам обращаюсь. Вы сперва свою свободу организуйте, а? Вы помогаете какой-то хз куда-то, блядь, какую-то организацию, где-то она в Сирии. Нахуя, блядь? От твоей копейки они не разбогатеют, блядь, и не обеднеют, блядь. И это не показушная такая тема, что я типа ради Аллаха сделал.
Окей. Я вам в начале эфира говорил даже, ради Аллаха делай. Базара нет, это не наше дело. Но когда тебе говорят, что это нельзя делать в твоей республике, твоей любимой республике, блядь, и ты делаешь это, ты о чем думаешь вообще? Вот как ты думаешь об этом, блядь? Вот этого я не могу понять. И когда к этому чуваку подойдешь, вот в этому чуваку, скажешь, ну что, ты готов против Москвы идти? Что он скажет? Скажет, блядь, ты что, дурак? Понимаете? Потому что он же, блядь, там за Сирию думает. Он не думает за свой Татарстан там или там Дагестан, Чечню. Он не думает за это. Он думает за чужую страну, блядь, в ебеня где-то там. Ну, я вот таким, блядь, людьми поражаюсь. Вы че, где заболели, блядь? Не зря же Аллах Талям говорит сперва своих обеспечь. Поэтапно идет эта тема. Поэтапно. Почему вы диктуете ислам, допустим, нам, а вы сами этого не придерживаетесь? И получается, что он до такой степени, я так, смотря на него, богатый, что он обеспечил всех родственников, уже может помогать другую страну и обогащать других какими-то своими копейками. Вот этого я не могу понять. Базара нет, садака надо давать, это понятно. Но я не понимаю людей, которые дают куда-то. Даже вы можете сказать, ну это же его деньги. Какая тебе разница, кому он дает, блядь? Ну вот разница в том, что он лежит в пол, блядь, лицом, а было бы по-другому. Допустим, такие люди бы и нам не помешали бы против Москвы. Вот это и есть объединение. Объединение, чтобы вот этих косяков не делать. Просто так, он сейчас залетел, наверное. А я знаю прекрасно таких людей в Казани. Мне лично человек рассказывал, как люди сидели. Люди сидели за Хизбут Тахрир, за какую-то дичь какую-то нахрен. Просто так, по 8, по 12, по 20 лет. Просто сидят за то, что у них нашли тоже какие-то книги, блядь. Вот так вот. Вот те женщины в прошлом году, помните, пару женщин залетели в Казани тоже с книжечками. Кто-то ведь их стуканул, или подкинули, или просто не те книги на самом деле были у них. И тоже вот ушли, мне кажется, они, их сейчас не слышу даже, куда они, женщины эти делись. Ну, потому что воткнули этих женщин куда-то. Вот и все. Тут далеко бегать не надо. Из-за этого я считаю, что Туаннар, такие лишние движухи вот в этом виде, буйных вот этих людей, я считаю, это, ну, неправильная логика мусульман. Ну, иншаллах, надеюсь, они правильные мусульмане, да, мы не можем говорить, что они не мусульмане. Но их логика их логика в том, что они этим самым, не понял, самое интересное, такое бывает, что ли? Сейчас у меня канал сам по себе закрылся. Эфир, он закрылся сам по себе. Все-таки что, мой канал хотят заглушить, что ли? Мой канал хотят заглушить. Вот, удивительно. Я уже третий раз включаю. А здесь нормально, вот здесь нормально. А вот этот эфир глючит. Получается, значит, идет атака этих, страйки кидают, уроды. Окей, заново я включил. Но здесь идет беспрерывно, 2 часа уже.
Вот дальше информация. Уже создали татарский корпус ЧВК, который пойдет в Африку. О, салам алейкум. Если что, Мухаммад, я на другом канале там высвечиваюсь, наверное, где-то там, не знаю, где мой канал «Уничтожить Москву». Или какой-то, блин, канал есть. «Уничтожить Москву» канал. Вот я на нем сижу тоже. Вот я не знаю, что этот телефон тупит сегодня, вот конкретно. А рядом телефон идет, вот телефон идет. Один и тот же интернет везде. Почему это тупит, я хз, короче. Глюк какой-то. Да потому что вот тут тоже всякие идиоты весь день, наверное, торчат на телефонах или перезагрузка идет этих интернетов. А тот канал, да черт его знает, как я его назвал, блин. Ну, вроде бы уничтожить Москву, что ли, что-то такое. Да, оно должно высвечиваться. Если ты на этот подписан, то тот тоже вылазит. Это точно, потому что они друг к другу подписаны. Оно должно вылазить. Если перезайдешь, потому что он прям стоит, он конкретно, вот я на него смотрю. Фиг знает, как его называется. Я уже сам не помню, блин, эти каналы. Но сейчас я могу загрузить ссылку в Телеграм. Если ты в Телеграме есть, сейчас туда я закину. Вот ссылка есть. Вот «Уничтожить Москву» называется. Канал «Уничтожить Москву». Я сегодня с него вышел. Вроде вон, ну-ка зайду-ка. «Уничтожить Москву» есть он? А, ну да. Вот. Ну, на русском «Уничтожить Москву». На татарском чуть по-другому. Ну да, вот сам себя я вижу, охренеть. Вот, получается, еще раз повторюсь. Уже создали татарский корпус ЧВК, который пойдет в Африку. Понимаете, да? ЧВК «Вагнер» уже создан татарский, который пойдет в Африку. Поэтому, опять напоминая того чувака, мы можем прослушать его, конечно, моментами, да, но очень долго тоже он говорил. Судан, еще раз повторяюсь, Судан, еще кипиш в Сомали, не забываем, в Сомали он говорил или нет, я не знаю, в Сомали тоже кипиш. Судан, Сомали, Мали и Буркина-Фасо. Вот везде будет ЧВК, этот ебаный Вагнер, только в новом, так сказать, составе. Новый состав. Дичь это узкожопая какая-то будет, наверное, командовать опять. Но уже его состав будет из тех убийц, которые сейчас орудуют на зоне Украины. Вот их, они будут. И там, сами понимаете, кто. Все будут, само собой, тюремщики. Потом из регионов все будут. Вот эта вся дичь соберется там. Поэтому мы должны понимать, что из регионов, вот эти, которые сейчас пошли, они уже не вернутся. Вот вы, которые будете ждать домой, вот сейчас вернется, никто не вернется. Дальше инфа. Февраль 24 года в Татарстане идет набор военнослужащих в африканский корпус. Охуеть, да? Наверное, было так. С февраля 2024 года в Татарстане идет набор военнослужащих в африканский корпус. Это особое подразделение Министерства обороны РФ с жесткими требованиями с кандидатом. О том, каковы критерии отбора в этот корпус, какие условия проживания и питания ждут военных на африканском континенте, в интервью Татар-Информу рассказал глава центра Батыр подробнее. Заебись, блядь, уже есть, блядь. Я отстал от жизни, блядь, прикиньте. Уже есть, блядь. Вот уже есть, блядь. Охренеть. Давайте зайдем, почитаем. Татар-Информ. Вы можете тоже зайти, почитать потом. Татар-Информ. Читаем.
21 марта 25 года. В марте было это уже загружено, но я, видите, проебал вспышку, так сказать, своими переездами этими гребаными. Дмитрий Шатров какой-то пишет. Элитные подразделения на страже интересов Родины. Кого возьмут в африканский корпус? На страже интересов Родины. Вот именно, блядь, интересов Родины. Получается, Родина у Родина, блядь, это пидорасия, блядь. Интерес Башкортостана и Татарстана, или там Дагестана, или Бурятии и так далее, быть в Африке. Это неинтересно, я думаю, блядь. Нихуя не интересно, блядь. Аж слово такое, да, в начале аж подъемное. По каким критериям отбирают кандидатов на службу африканского корпуса? С февраля 2024 года в Татарстане идет набор на военнослужащих в африканский корпус. Это особое подразделение, я это читал уже, о том, каковы критерии отбора в этот корпус, какие условия проживания и питания ждут военных, интервью Татар-Информу. Требования к кандидатам в африканский корпус. Особые. С февраля 2024 года в Татарстане стартовал набор в одну из самых загадочных структур Минобороны России африканский корпус. Татар-Информ узнал у главы центра Батыр Владислава Кузнецова. Главное, интересно, блядь, глава центра Батыр Владислава Кузнецова. Это что, Шуханган, что ли, блядь? Это что за хуй, блядь, Владислав, а главное, центр Батыр. Как в республике вербуют бойцов для защиты интересов России на африканском континенте, и почему даже новички, никогда не державшие автомат, рвутся в эту горячую точку. Что там, блядь, маслом намазано, медом намазано, я не знаю. Что они туда рвутся-то, интересно. Кандидатам. Во-первых, полное отсутствие судимости. Полное отсутствие, блядь, меня аж, блядь, в виски аж, сука, аж закололо на висках. Полное отсутствие судимости, но меня рассмешили они. Более жесткие критерии по здоровью. У кандидата должна быть категория годности А, то есть никаких проблем со здоровьем. Это дичий пиздеж. Это, ну, чисто для корреспонденции. Это, во-первых, связано с особенностями службы. На африканском континенте климат для нас, российских граждан, достаточно суровый в плане температурного режима. Помимо этого важен возрастный критерий от 18 до 45 лет. Охуеть! Вот куда пойдет ваши дети. Заебись, блядь. Даже 18, им даже вообще даже не брезгают. Для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава для офицеров, рассказал Владислав Кузнецов. Губа не дура у них. При рассмотрении кандидата учитывается его участие в СВО и других боевых действиях. Кроме того, приветствуется прохождение службы по призыву, контрактной службы. Когда кандидату подбирают должность, учитывается его образование и гражданская военная учетная специальность. Важно, по какой специальности человек проходил службу в рядах вооруженных сил и по призыву, и по контракту. По определенном порядке ему будет предложена такая же специальность, если, например, кандидат был связистом, но хочет стать водителем, это не возбраняется, это приветствуется. Другими словами, желание кандидата учитывается, дополнил он. Вот этот ублюдок. Вот этого ублюдка рожу запоминаем. Здесь более есть резкость. Здесь почему-то резкости нету, блядь. Вот реально, наверное, он и тупит, поэтому резкости нету в этом телефоне что-то. Какого черта резкости нету? Саид Садиков говорит, привет. Профиль этого канала нашел ссылку. Да, они все нашел. Благодарю. Да. Владислав Кузнецов. Цели и задачи у бойцов африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории африканского континента. Вот если глубже копнем, вот какие нахрен интересы могут быть у этой пидорасии в Африке, кроме добычи золота, грабежа Судана,
если пойдут на Сомали, грабеж Мали идет, уже давно идет, и Буркина-Фасо. Это грабеж золотые прииски. Я в прошлом году, когда еще об этом говорил, еще когда еще даже, блядь, и не говорил, я еще не вел каналы, у меня как раз был сосед из Мали. И мы с ними общались вот про это, то все. И он, самое интересное, почему-то говорил, знаете что? Ну, до такой степени их там наебали. Он говорил, что если в Мали придет Россия, будет хорошо. А кто к ним пришел, блядь, что им хуево? И тогда я понял, кто. Французы. Там есть французская территория, ну, так сказать, блядь, и эти пидорасы еще. Получается, французы как и грабили, и грабят их. И тут еще, чтобы французов отодвинуть, эти пидорасы лезут. А это правительство Мали, им интересно, блядь, правительство Мали, оказывается, интересно засунуть туда узкожопых, потому что они хотят снести Францию. И в итоге получается вот вам и интерес России. А на самом деле там интерес, как он сказал, золотые прииски. Там дохуя золота и всяких драгоценностей. Вот они туда и лезут. А Судан и всякие вот такие Сомали для этой пидорасии нужно для морского океана, там, для моря, океана, или что там, блядь. Вот для этих действий. Чтобы закрепить свое вот это пароходство, толкание нефти и так далее, блядь. Вот для чего ему нужны те страны, чтобы он мог спокойно там быть как у себя дома. Ну, как в прошлом, если вы помните, смотрим, допустим, фильмы такие в виде такие исторические фильмы можно вспомнить, как «Фараон», блядь, там, как они копают, потом находят мумия, блядь, фильм «Мумия». Вот как они там ходят, представляете, да, англичане или американцы приезжают и как бы как у себя дома ходят там, как экспедиции, там вся хуйня. И тут такая же дичь от узкожопых, как будто бы они типа, блядь, защищают их от кого-то нахуй, допустим, от тех же французов или там, кто их хочет что-то сделать. А на самом деле там что происходит, блядь? Есть там свободное вот это движение, вот там есть, которые хотят независимости Мали и от французов, и от узкожопых. Вот они-то и воюют этой ебаной продажной властью. Это как Асад пидорас был в Сирии, такая же дичь там, внутри Мали и так далее. Получается, блядь, они хотят, блядь, местное население хочет снести этого хуя, сопротивление вот это, азатлык, да, у них тоже, наверное. А он притащил себе, блядь, и французов, блядь, нахуй, и русских, блядь, и вот тебе нахуй каша, и вот он как думает, что это вот это хорошо, блядь. И он живет, вот этот ебаный правитель, продажный манхурт. А те, которые хотят нормально жить там, считай, плюс еще вдобавок они мусульмане, потому что молиться это мусульмане, и они хотят, блядь, все оставить у себя и командовать на своей земле нормально сами. А не вот это бичевание постоянно, бежать. Мали тоже очень много людей, беженцы в Европе и так далее. Им нахуй это надо, да? И вот они вот хотят что-то делать. Но у нас ведь даже и этого нету, блядь, сопротивления даже нету, блядь. А у них на своей же земле сопротивление идет. Потому что участок Мали не маленький. До хрена огромный он, оказывается, Мали. Буркина-Фасо вдобавок еще, хз. Там, что, как, я не помню по карте, как оно выглядит. Ну вот, поэтому вот у них вот то, идет кипиш такой. Поэтому эта пидорасия туда обязательно вернется. И в идеале бы, я же говорю, побыстрее бы нам решить эту проблему с Россией, чтобы, так сказать, нашими руками не вредить
африканским странам. Потому что нахуй нам это надо. Мы богатая страна, блядь, нам не нужны африканские золото и так далее. Куда без гатарабазмана, блядь. Куда мы нахуй, блядь? Солить будем? Нахуй это нам надо. Поэтому Башкортостан, Татарстаном и так далее, и Дагестан, и Чечня, и так далее, мы должны быть самодостаточными странами. Самодостаточные. Мы, наоборот, будем помогать вот этим африканцам, сирийцам, палестинцам и так далее. Мы будем помогать ради Аллаха, как мусульмане. Но не, блядь, нахуй ехать грабить их, блядь. Вот я не могу понять людей, если вы помните, у меня воровали в Испании арабы, блядь, мою еду. Помните, я истерил, блядь, пиздец, я в ахуе был, блядь. И я поражался, блядь, над людьми низкого уровня головой не дружат, наверное. И тут то же самое, блядь. Всегда говорю, блядь, если вы что-то там, допустим, хотите своровать или что-то сделать, блядь, воруйте у богатых. Вот у нас то же самое, логика должна быть такой, блядь. Если вы что-то хотите пиздануть, не нужно воровать в республике. Воруйте в Москве. В Москве воруйте, блядь. В конце-то концов, вы же мангурты тупорылые. Воруйте в Москве. Нахуя вы в регионе воруете? Вот как Хабировы, блядь, как Миннихановы. Жрете наше население, деньги населения нашего народа, блядь. Суки, вы научитесь воровать у Москвы, блядь. У чужих воруйте, блядь. Если уж воруете, блядь. Вот этого я никогда не понимал. Никогда, блядь. Если ты не можешь, блядь, значит ты очко нахуй. Очкис, блядь. Если ты у чужих не можешь воровать, у своих только воруешь, значит ты слабый. Кандидат подписывает контракт на год. Дальше читаем. Командировка в Африку из этого срока занимает полгода. Полгода, блядь. Он думает, выживет полгода в Африке, блядь. Несколько месяцев перед отправкой занимается слаживание. Военнослужащий в это время живет на территории РФ, полностью осваивает все виды вооружения, которые предусмотрены для него по штату, ознакомляется с техникой, порядком действий, тактическими особенностями. И еще добавлю здесь, знаете, почему они прутся туда? Я точно знаю. Им в ухо шепнули, наверное, что мы будем, короче, там копать золото, как обычно, блядь. На севере гуляла, что-то там пиздой копала, блядь. И вот золото копала, блин. И вот то же самое, наверное, им напели, тому же Башкортостану, Татарстану, да, напели людям, что если вы туда попадете, вдруг что, и можно будет пиздить золото. И как бы, да, и вы будете и зарабатывать, и еще через полгода вы еще золото можете как-то заебенить. Ну, примерно такая утка, наверное, там среди их ходит, кто там бывал. И вот эту дичь они уже вынесли на обозрение втихаря. Это, само собой, и военные, и Путин все знают. И таким образом они, если как тут написано, все хотят туда, прутся туда, получается, эту утку спускают, полгода командировки, не сдохну, поеду. Потому что я эту дичь знаю со времен Чечни. У нас из Башкортостана лично мой сосед ездил в командировку в Чечню. Как мент. Поганый мент, блядь. Ездил в командировку в Чечню. И после этих командировок он получал охуительные, я как понимаю, блядь, какие-то денежные вознаграждения, медаль в жопу и всякую дичь. И, само собой, на пенсию рано и так далее. И такой весь при выебонах. В итоге, что это получается? Это получается, блядь, вот как работают манхурты. И тут то же самое вы будете, не лучше. По истечении контракта, если кандидат желает, он подписывает новый контракт, опять-таки на год. Видите, как, блядь. Если он понимает, что по каким-то параметрам ему тяжело, либо он по каким-то причинам не устраивает командование корпуса, контракт с ним не продлевается, рассказал Владислав Кузнецов. Конечно, не будет продлеваться. Просто человек обнуляется.
Когда человека обнуляет, конечно, кто будет продлевать-то, блядь? Другого возьмут. Что касается выплат, заключивший контракт получит 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ за подписание контракта и 200 миллиона рублей, 2 миллиона 100 рублей от правительства республики. Суммарно 2,5 миллиона рублей. За 2,5 миллиона вашу душу покупают. Гнилую душу вашу. Душоночку вашу. Стоит отметить, что оплата за период командировки в африканском корпусе производится в иностранной валюте. Ой, блядь, нахуй. Ну, о какой еще валюте могут, блядь, речь идти? На период подготовки на территории России зарплата в рублях. Смешно, блядь, нахуй. В африканском корпусе бойцы минимально получают от 240 тысяч рублей в месяц. Высокая зарплата обусловлена надбавками за особые условия службы и командировочные расходы. В любом случае, цели и задачи у бойцов африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории африканского континента. Какие ваши блядь, настаивания, блядь, интересы, блядь? Вот это удивляет, блядь. Какие нахуй интересы, да? Вот это интересы, блядь, копать золото. Какие конкретно у них задачи, это секретная информация. Мы как будто мы не знаем, блядь. Все, что касается Африки, остается в Африке, дополнил он. Центр Батыр. Это не реклама, это презрение, что такие пидорасы в Татарстане открыли такую дичь. Центр Батыр, блядь. Получается, когда призывают, блядь, не русских, и батыром могут назвать. А когда, блядь, они бы что-то делали бы, нахуй, там надо кричать «я русский», а здесь батыр резко. Что за нахуй двойные стандарты, блядь? Батыр, блядь. Напишите туда еще, блядь, Рустам Батырович, нахуй. Напишите туда Минниханов, блядь. Центр, Минниханов, центр, блядь. Хз, блядь. Как попасть в африканский корпус? Оформление происходит в центре Батыр. Заебись, блядь. Манкурская система, блядь, работает до такой степени. Оформление происходит в центре Батыр. Кандидат приходит в процессе беседы, обсуждает все детали. И даже если он, например, пришел с целью заключить контракт на СВО, ему предложат службу в африканском корпусе. Дальше все зависит от выбора самого человека. От выбора, блядь. В вашей пидорасии есть выбор, блядь. Вот так и пропал тот, наверное, которого я сегодня говорил, Рустам, узбек. Вот так же, ему тоже, наверное, что-то пихнули, предложили и потерялся на 1,5 года, блядь. Где он, блядь? Если кандидат изъявляет желание, мы приводим комиссию в обычном штатном режиме. По результатам медицинской комиссии, если здоровье удовлетворяет, и если по линии МВД нет противопоказаний, судимость отсутствует, кандидат готов проходить службу в африканском корпусе. Блядь, второй раз, заметьте, прочитал, судимости. Что за, блядь, нахрен? Вагнер, блядь, и вся эта дичь, нахуй, блядь, создана из дерьма и палок, блядь. И тут говорят, судимость не нужна, понимаешь ли? Ну, чё ж такие они, такие стали правильные, без судимости берут. Мы личное дело передаем представителю африканского корпуса. Там они дополнительно производят уточнения по порядку прохождения службы по призыву. По желанию кандидата служить на определенных должностях, африканский корпус – это полностью структура Министерства обороны РФ. Контракт заключается именно Министерством обороны. В случае попадает приказ, назначается дата его отправки, и централизованных пунктов отбора кандидатов отправляется в Нижний Новгород на боевое слаживание, дополнил глава Центра Батыр. По его словам, тех из кандидатов, кто не проходил военную службу, обучают, а те, у кого уже был подобный опыт, обновляют свои знания, по их подготовке уклон идет на специфические навыки. Если военная служба идет танковые подразделения, на механика водителя, там учат вождению, на командиров танка, например, обучают стрельбе. Дерьмо. Кандидатам предоставляется особое требование, полное отсутствие судимости, более жесткие критерии по здоровью. Пиздеж, блядь, какой-то. Скорпионы, ядовитые змеи и подготовка к встрече с ними.
Очевидно, что особенностями несения службы на африканском континенте и на СВО сильно отличаются, в том числе из-за климата и типа местности. Если СВО проводится в климате и условиях близких к нашим российским континентам, у нас все-таки один природные условия примерно одинаковые. В африканском же корпусе, сами представляете, и пустыни, и пески, и температура, режим совсем другой. На это обращается особое внимание и на стадии отбора организации. Если человек плохо переносит жаркий климат, ему там будет тяжело командировка на полгода, рассказал Владислав Кузнецов. Перед отбором АБСО обучает культурным особенностям населения африканского континента. Изучаются и культурные особенности и поведение граждан, проживающих на том континенте, чтобы у человека не сложился такой стереотип, что раз цвет кожи у граждан другой-то, из-за этого могут быть проблемы. Чтобы не было конфронтаций, противоречий, все люди и там, и тут у нас этому аспекту удаляется больше внимания, дополнил он. Ой, блядь, нацисты едут в Африку, и они будут обучать, оказывается, что они не говорили там, что они черножопые и так далее, блядь. Беложопки поедут туда, и будут они молчать, оказывается. Ну, что-то мне не верится, блядь. Беложопки, нахуй. Сука, вы что вы нахуй, блядь? Вообще, куку, нахуй. Вы, если туда будете ехать, допустим, намылитесь, пиздуйте туда, только не забудьте ёршик в жопу засунуть, нахуй. Вдруг, нахуй, вас захотят отыметь, блядь, огромен, нахуй, этот, хуями, так сказать, черных, ваших любимых, блядь, друзей. Казарм на африканском континенте нету, военные живут в палаточных лагерях. Заебись, нахуй, блядь. Рахат дунья, блядь, в палатке жить, нахуй. Пиздец, нахуй. Особенностям быта тоже учат во время боевого слаживания в Нижнем Новгороде. Условия проживания в палаточном лагере, какие-то особенности по питанию, все это учится именно во время подготовки до командировки. Особенности по питанию связаны с другим набором продуктов. Там условия максимально созданы хорошие, и кондиционеры, и холодильное оборудование, но все равно климат другой. И даже доставить некоторые привычные нам продукты туда предоставляет определенную сложность. Поэтому набор не такой, как у нас здесь, на территории РФ. К этому людей готовят именно в Нижнегородской области, рассказал глава центра Батыр. А что там, блядь, будете жрать, нахуй, интересно, блядь? Хуй моржовый, что ли, блядь? Такая же еда уж, блядь, одинаковая. Странные какие-то, дичь какую-то несут. На африканском континенте вопрос только будет стоять, блядь, что бы жрать там, блядь? Если бы там жрать, блядь, там в нищете живут, блядь, вы грабите их, блядь. Что они жрут, вот вопрос где, блядь. Топор, блядь. Будете из суп варить, блядь, из топора. На африканском континенте обитают ядовитые животные. У военнослужащих будет специфический набор лекарств. Пользоваться ими научат также на боевом слаживании. Ой, блядь. Знаете как? Блядь, такая дичь. Вот приходишь, как будто куда-то устраиваться на работу, блядь. И тебе дают целый гектар бумаг. Говорят, прочитай перед тем, как вы решите поступить к нам на работу, блядь. И ты начинаешь читать там, блядь, 30-50 листов тебе дадут какой-то дичи. Как себя вести, что делать, кто, что, нахуя вы попали вообще на эту работу, блядь. Вот тут то же самое, блядь. Несут какую-то ахинею, которым, блядь, как бы это, ну как сказать, блядь, по ушам ездят, чтобы ты тупо просто попал в эту мясорубку и все, блядь. Они думают, что, блядь, там все классно, блядь. Если вы помните, сколько таких вагнеровских, блядь, хуёвин, блядь, я вроде где-то читал, я не знаю, до хрена, вы тоже, наверное, слышали, раздолбали там, раздолбали тут. Вы понимаете, кто-нибудь там есть живой вообще, блядь? Раздалбливают только так, блядь. Вы что думаете, блядь? Приехали в чужую страну, блядь, нахрен. Что, молиться будут просто смотреть? Конечно, у них есть сопротивление, у них есть возможность отдачу давать вам, блядь. Они не хотят вас там видеть, блядь. Это вы, блядь, силой идете туда, блядь. Захватывать чужие земли в Африке, блядь. Ну как захватывать? Использовать вы захватываете эти земли. Высосать там все ресурсы, блядь. Им, блядь, как говорится, дать хрень полную и самим увести опять московское болото. Поэтому мы обязательно должны, блядь, уничтожить эту сраную Москву, чтобы, блядь, вот эти действия нам не нужны, блядь. Мы не пагубные люди, блядь, чтобы, блядь, давать, блядь, чужим людям какие-то страдания, блядь. Мы не из, грубо скажем, блядь, не из шайтанской окружности мы вылезли, блядь. У нас есть сердце, у нас есть, блядь, милосердие и так далее, альхамдулилля. И поэтому вы
узкожопые, блядь, никогда не насытитесь. Поэтому сізні мына кикердагingizdan, вот отсюда, да, кикердаг у нас называется, вот с этого кикердага мы вот должны вас, блядь, всех расхуярить. Грубо говоря, блядь, если кто видел, наверное, вот так вешают мясо, клетка или пэлар bizda, итне. У нас мясо, когда рубим, баранина или там быков обычно зимой, и был такой крючок в виде восьмерки, только открытая восьмерка. Вот так мы должны, вот так вас вот так развешивать, наверное, будем уже скоро, блядь. Вы уже заебали конкретно, блядь. Вы заебали, блядь, весь мир, блядь. Лезете нахуй в Африку, блядь, нахуй. И самое интересное, блядь, с Татарстана хотите нести, блядь, наших манкуртов туда, блядь. Средства защиты и противодействия все это отрабатывается во время медицинской подготовки. Объясняют, что делать при укусе змеи, скорпиона или кого-то другого, какие-то препараты вводить. Такие особенности обязательно учитываются, чтобы, находясь на африканском континенте, в стрессовой ситуации человек мог оказать помощь себе и товарищу в таких обстоятельствах, запомнил он. Блять, я хуею, вижу там татарина или башкорта, блять, как он будет помощь отдавать, блять. Я вижу инда, ой, блять, блять, ты ж надо, ой, блять. Елан, блядь. Ну это ебаный в рот, блядь. Там только мемы надо устраивать, нахуй, блядь. В Африке, блядь. Татарин в Африке, блядь. Кино надо снять. Ебануться, нахуй. Башкиры в Африке. Пиздец, блядь. За русский мир, блядь. Охренеть. Просто дичь конкретная. Даже вот такая, блядь, невъебенная реклама. Реклама, видите как? И самое интересное, блядь, вот я-то, блядь, это, понимаете, критикуя, это же вам говорю, блядь. Критикуя, блядь. И вот всяко, наверное, эту дичь, нахуй, вот люди сидят, читают, наверное, блядь, в Татарстане там или в Башкортостане, говорят, блядь, минда борасым киля, блядь. Вот всяко вот такие ебанашки есть, наверное, там, блядь. Поехать туда готовы, блядь. У них же есть такая мысль. Дүния көріп қайтармын, блядь. Дүнияны, блядь, көресің, ты джаханнамда, нахуй. Понимаешь, вот если ты туда пойдешь, блядь. Ты пойдешь таким же макаром, как в Украину убийцы. Таким же макаром, потому что в Мали живут мусульмане. А ты, пидорас, допустим, если намылился с Татарстана там, или из Башкортостана, или из других регионов, ты, пидорас, так сказать, хоть и этнический мусульманин, идешь с узкожопыми крестоносцами убивать мусульманских людей в мусульманскую страну. Мали, Буркина-Фасо и так далее. Судан, новое, то, что по видео он, если правильно говорит, Судан еще вы попретесь. Вот эти вот земли, они хотят использовать, блядь, под свои интересы, блядь. А наши люди опять будут дохнуть. Поэтому каждому башкирту и татару, дагестанцу и чеченцу это относится. Это вот как раз-таки относится нашему народу, всему, да, ведь, что вы сейчас идете под такие действия, которые, блядь, ну, как сказать, знаете, как, шли как бы в Украину вот здесь рядышком, да, ведь, ну, ладно, блядь, мы скажем, это хуево, это понятно, блядь, вот рядышком, соседом пошли. Ну, там-то что вы потеряли, нахуй? Окей, здесь там за русский мир, ну, в Африке-то нет русского мира, блядь. Какие отмазки вы там ищете, блядь? Что вы, кого там, какую жопу хотите спасти там? Кому вы хотите помочь? Евреям? Или кому вы помогаете? С кем вы предстоите там боевое, так сказать, противостояние, блядь? С кем вы идете, блядь? Вот этого я не могу понять. Вы с кем идете? Кому идете, блядь? Кто вас позвал? Или там у вас, как обычно, блядь, в Сирию Асад вас звал, блядь, а туда опять какой-то хуй их непродажный позвал вас. Вы же это сами создаете, чтобы он вас позвал, блядь. Создаете конфликт сами, отправляя заранее ФСБшных крыс, блядь, которые разведывают всю территорию, чтобы создать там какой-то кипиш между, блядь, разными группами. И потом вы туда едете как спасатель, нахуй. Ой, блядь. Льготы и выплаты. Помимо розовой выплаты за подписание контракта с корпусом в Татарстане на
Для военнослужащих предусмотрены и другие льготы, в том числе единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ой, блядь, и ваших детей покупают. Принципиальная логика, психология, вы должны понимать. Если вашему ребенку при жене вашей дадут по 20 тысяч рублей, это, блядь, ну, сколько это, блядь, будет? 200 евро. Блядь, жена ваша заклюет вас нахуй. Заклюет, скажет, эй, хайван, блядь, 20 мыңнан балаларға берелер. Конечно, бар. Нәрсеге бармайсың, блядь. Вот так она будет говорить, блядь. Это я уже знаю, блядь, что они будут говорить. Потому что мне, блядь, моя бывшая сказала, сука, пизду, говорит, 200 тысяч же там дают, говорит. Ты, я говорю, ебанутая, блядь, овца ебаная. Блядь, понимаете, вот в чем прикол. И это еще добавлю, блядь. У вас, получается, не вы командуете, блядь, самим собой, блядь, в данный момент в Башкортостане, в Татарстане. Над вами командуют женщины, блядь. Это до такой степени вы стали щупрягами, блядь, тряпками, нахуй, блядь. Амляталар, блядь. По-узбекски более сглаженно выражение идет. Вот это и называется пиздолизы и тряпка, пиздотряпки. Точнее, блядь, тряпки для пизды. Имеется в виду вы. Бесплатное медицинское обслуживание, возможность получения льготной ипотеки. Ой, началось, блядь. Приобретение жилья за счет Министерства обороны. Нахуя? Кому жилье? Кому жилье? Тебя там похоронят в Африке. Кому ты жилье собрался делать, блядь? Жене своей, которую тебя отправят, блядь, так сказать, умирать. О, началось накопительная ипотечная система, прям как будто вот реально рекламу я читаю. Представляете вам, реклама? Это реально рекламная система, блядь. Пиздец, вот целый гектар тут рекламная тема. Самое интересное, что за хуйня тут? Набирать в африканский корпус в том числе и женщин. Ой, блядь, ну да, женщины тоже нужно же там, блядь, кого-то шпилить надо, блядь. Шпилить же кому-то надо. Набор женщин ведется на медицинской должности и должностных связистов. Охуеть. Девушка пришла целенаправленно заключить контракт на службу в африканский корпус. И информацию о наборе она нашла в интернете. Ну, видите как? Ну, тут, я не знаю, блядь, и женщины свалить хотят, и мужики пойдут, блядь. И самое интересное, это про Татарстан говорится, блядь. Недавно, по словам Владислава Кузнецова, пришел молодой человек, он приехал с Алтайского края. Он это тромбитинда. Все ясно. С Алтайского края туда подтягиваются. Ну, получается, опять сбор, блядь, гребаный сбор сделали, блядь, в Татарстане. Вот теперь давайте откатывать будем вперед и в то же время откатывать будем вот сюда, в этот сегодняшний день. Мы идем за независимость, да? Через какое-то время придет независимость. Как вы думаете, когда мы получим независимость, иншаллах, мы получим его все равно. Вот это вот дичь, которую я сейчас прочитал вам, где-то, блядь, Батыр вот этот, блядь, вот этот дичь, вот как это, центр Батыр, блядь, находится в Казани. И туда приходит с Алтая чувак. Потом из Якутии придут, там еще откуда придут, как из Башкортостана перлись через Татарстан, или там другие из Москвы перлись через Татарстан, там больше денег давали. Это что означает? Это означает до такой степени Москва любит регионы. Ну, имеется в виду сарказм. В Чечне, получается, роту Ахмат собирали они. А в Татарстане собирают, блядь, дьяволскую компашку ЧВК, блядь, в Африку. Ну, разделили, классно. Почему? Потому что, блядь, нахрен, они создают такую цепную реакцию. В дальнейшем, вдруг, если даже расход будет, ну, расход будет, само собой, имеется в виду, расходиться будем все вместе,
тогда будет нагонять такой. Вот, допустим, с Алтая, да, человек пришел, скажет, а какого хуя у вас вот эта хрень была, блядь, по сбору, блядь, в Африку людей и так далее, и так далее. Вот эта дичь. И эта дичь будет рассказываться в наш адрес, в адрес Татарстана, в адрес Ичкерии и так далее, блядь. И что, как вы, вот как вы хотите, что им вы ответите? Вот манкурты, и к вам приедут другие манкурты, скажут, блядь, какого хуя, блядь, в вашей республике вот такая хуйня, блядь, забрало моих детей, забрали моих этих сыновей, мужей, блядь, и они проебались в этой ебучей Африке, блядь. Как вы думаете? Думаете, это не будет, блядь? Будет. Потом вы начнете отмазки искать, блядь, да, типа нас заставили, блядь, Москва это виновата, блядь. Москва открыла нам, блядь, центр Батыр, блядь, и так далее, блядь. Ну, вам, блядь, никто не заставляет, нахуй. И идти вас никто не заставляет, по идее, блядь. Можно и так предъявить. Но суть не в этом. Суть в том, что почему именно в Чечне сбор идет и в Татарстане. Вот в чем прикол, блядь. Получается, другим регионам эту хуйню не доверяют. Не доверяют. Почему? Потому что вот эти республики до такой степени лояльные манкурты, что им Москва доверяет. Вот и все. Тут далеко бегать не надо. Вот принципиально вы до такой степени уже, так сказать, взяли за щеку, блядь, глотнули, что вас уважают, блядь. Это не только, так сказать, прямо параллельно уважают вас. Параллельно. Имеется в виду, вас, как говорится, используют, как могут. Такого блеска в глазах я никогда не видел. Человек загорелся. Загорелся с Алтая. Я говорю, вы понимаете, что это определенное лишение? Вы будете жить на другом континенте, семья вас не сможет видеть. Он рассказал, что когда работал, постоянно был в командировках, с семьей также редко виделся. Он прошел медицинский осмотр, проверка, и несколько дней назад был на слаживание, рассказывал глава центра. Когда у этого кандидата спросили, может ли он адаптироваться к резкой смене климата, он ответил, ничего, погреюсь. На сегодня из Татарстана уже более 100 человек отправились служить в африканский корпус через центр Батыр. Оформились из них 21 человек. Вот. Вот. Это вот недавно, это вот, когда это, блядь, загрузили, да? Все. После этого и думайте, блядь, когда загружена эта хрень. 21 марта 25 года. А сейчас что уже? Декабрь. Вот тебе и нахрен. Год уже, грубо говоря, можно сказать, будет. Идем дальше. Теперь про северный человек Казань. Удивительно, нахуй. Северный человек Казань, блядь. И пиздец, что за нахуй северный человек Казань? Глава северного человека в Казани. Прочитаем, посмотрим, что за дичь это. Северный человек. Официальное объединение «Северный человек Казань». Чтобы вступить в актив писать зам руководителю Маркус Ярл или главный администратор Дмитрий. Что за дичь нахрен?
Вот, что за ублюдки. Северный человек Казань. Ну, нацики. Нацики ебаные. Мне в этом телефоне получше видать. 30 человек слева, 3 справа, да? Казань, северный человек. Разум, сила, говорит. У них разум есть, что ли, блядь? Чё они? Угу. А, у них еще очередная тренировка, оказывается, есть, блядь. Ну, здесь явно, короче, здесь среди них, блядь, и есть татары. Здесь не все русские. Эксперты даже, бля. Мгм. Самое интересное, мечеть нельзя, а это можно. Все, вот они освещают свою ебучую церковь, блядь. В Татарстане это. А мечеть нельзя. Понимаете? Но с ними, блядь, эти, блядь, манкурты, нахуй, и татары шарыбятся. Прочитаем. Глава северного человека в Казани зовут Алмаз. Татар. Против мусульман работают и промывают татар под идеал русского мира. Понимаете, да, смысл? Поэтому, когда говорят вот эти северные человеки и так далее, Казани, и, блядь, вопрос, блядь. Вообще, татарлар анда бармы вообще, юкмы, блядь? Татарлар, блядь, вообще. Күші бар ма татарларның вообще? Или вы все, уже сіз чупракка айланып біттіңіз манда, блядь? Все. Как по-узбекски говорят, хаджи қызға айландыңыз ма? И вот этот, оказывается, хуй, вот этот, который я вам группу сейчас показывал, вот этот Маркус Ярл, он как бы еще один лидер русских, который против мусульман по Казани. Получается, в этой группе хуй просто попадешь, короче. Если ты татарин или кто, ты туда не попадешь. Но манкурты, наверное, могут попасть. Какие-то, говорят, были, оказывается, татары, были какие-то протесты, потом на них пишут заявления и приходят с обысками и сажают. Ну, подкидывают, как обычно. Ну, это же работает нормально. Поэтому я считаю, это тоже терпимостью, это не просто так, это не просто какие-то движения в виде, так сказать, ну, ожидание чуда не произойдет. Вот, когда есть такие люди, вы должны понимать, что вот мы здесь, и с нами нужно как бы сообща эти действия делать, сообща, а не сидеть там, сложа руки и какие-то действия, недодействия, ну, не доделывать, да?
Поэтому или нужно вылазить оттуда, или делать там уже конкретно, что надумали. И вот тамошний вот этот хуй, этот непонятный, блядь, глава северного человека в Казани, этот Алмаз, лично говорил, чтобы читать материалы ВКонтакте или там вот в их Телеграме, блядь, смотреть видео и так далее, и так далее. И таким образом он промывал мозги, блядь, всем, ну, кто туда хочет войти, что ли, или что, я не знаю, блядь. Поэтому задаюсь вопросом, блядь, Татарстану, Башкортостану, вы как бы вот о чем думаете вообще, блядь? Вы думаете, блядь, что вы все Хабировы? Или Миннихановы? Или кто вы вообще? Или Тямаевы? Тямаев вот постоянно, блядь, помогает, нахуй, своей ебучей командой, блядь. Ездят на СВО это, блядь, и возят, блядь, соленые огурцы, блядь, с портянками. Вот это хуйня у вас, блядь. Патриотизм ваш какой-то ебаный, непонятно к чему, зачем, почему. Поэтому я всегда вспоминаю, блядь, я говорю, блядь, даже вот после того, как сегодня я говорил про эфир того, что потерялся узбек, но тут как-то будет неуместно, но я скажу все равно. Вот вы родились в России, вы россияне, да, получается. Вашу идентичность они уничтожили, грубо говоря, потому что вы же россияне. И получается, вы не можете до сих пор понять, потому что вы живете внутри, что узкожопые наши всем враги, всем враги они наши. И вы это не можете осознать, блядь. И тем самым вы униженные. Блядь, там, ниже плинтуса, все, вы там, блядь, под плинтусом, нахуй, спрятались, нахуй. Чмырье, блядь. И вы не можете до сих пор понять там разные возрастные категории, что вы, получается, свою татарскую и башкирскую идентичность уже давно проебали. Ее нет у вас. А его вам выдают в каких-то, так сказать, блядь, дозах. Напоминает вам иногда, что вы какой-то там татарин, блядь. Какой-то там такой, блядь, такой хитрый татарин, блядь. И даже приколы, блядь, везде, блядь, в всяких местах для вас всегда, блядь, татарин какой-то хуёвый, блядь. У русских всегда татарин хуёвый, Кавказ, блядь, всегда воюет, блядь. Ой, вот такая дерьмовая, вот распространенная, обычная. А азиаты это черножопые, нахуй, все. Вот, примерно вот такая тема. И что вы думаете после всего вот этого, что вам постоянно, блядь, тычат, и вы не можете понять, что вы не можете сказать, что вы татарин, не русский, я башкирт, мин татар, и вы не можете это сказать. Зачем мы вам должны учить это, блядь? Вот я, допустим, узбек. Нахуя буду учить я вас, чтобы вы стали татаром или башкиртом? Вы что, ебанутые? Сами не знаете, кто вы. Почему это происходит в таком дебильном формате? Почему мы вам должны додалбливать вам, что вы, блядь, сука, потеряли свою идентичность? Особенно вот казахи, когда вам начинают говорить, вы говорите, не лезьте, мы сами разберемся. Ну разберитесь, блядь. Разберитесь. Мы не будем, мы будем наблюдать. Вот мы наблюдатели, нахуй. Как раз таки мы в Европе, европейцы любят наблюдать, и вот мы тоже наблюдаем вместе с ними. Наблюдаем, как вы, блядь, берете Казань в свои руки, наблюдаем вы, как вы Башкортостан, Куандыкский коридор, блядь, создаете ту карту, которую я вам нарисовал. Екатеринбург, Челябинск, все заходит к нам, и едем до морей, короче, и я приезжаю, и там стоит корабль, нахуй, пришвартован, блядь, на Северное море. И я оттуда плыву обратно в Европу куда-то. Слабо вот эту тему создать?
Как мы это будем создавать примерно? Как вы мне хотите это доказать, что вы способны к этому прийти? Что, где, если у вас что-то не получится, может, мы вам поможем, если вы как бы уже решили идти уже на Москву. Эх, да уж. Что-то новое давайте. Видосик какой-то про СВОшников. Здравствуйте, я Станков Михаил Владимирович. Мы обратились за помощью в русскую общину для разрешения следующей ситуации. Мы ветераны специальной военной операции, награжденные орденами мужества в ходе выполнения боевых задач. Распоряжением президента Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан мы имеем право на получение земельных участков. Нихуя. Однако, поставив нас в очередь на получение земельных участков, администрация города Стерлитамак на протяжении года отвечает, что земельных участков нет. А при личной встрече, инициированной Ассоциацией ветеранов СВО Республики Башкортостан, администрация назвала массу причин, по которым не может выдать земельный участок, но ни одной причины, по которой может выдать. А также заявили, что в ближайшее время ситуация не поменяется. Тем самым дав нам понять, что самостоятельно они не могут решить данную задачу. Для помощи администрации города Стерлитамак в поиске решения данной задачи просим подключиться Росреестр, Кадастровую палату, правительство Республики Башкортостан, президента Республики Башкортостан Хабирова Ради Фаритовича, правительство Российской Федерации, Следственный комитет России, прокуратуру Российской Федерации. Также просим президента России Владимира Владимировича Путина взять данную ситуацию на личный контроль. Блять, не ожидал, что они из Башкортостана, блять, чисто, блять, думаю, что за дичь. Два наивных СВОшника поверили словам пропагандона о том, что они новая элита. Но оказалось, что обещанные властью льготы – это фикция и пустопорожние слова. Теперь наивные СВОшники ноют и плачут, просят нацистов из русской общины и Хабирова помочь им получить обещанные земельные участки. Ну, явно, блядь, рядом, наверное, один из них, блядь, татарин, блядь, а другой, наверное, блядь, узкожопый. И самое интересное, из Башкортостана, блядь. И если так посмотреть, допустим, Стерлитамак, да, я вам просто по землям озвучу. Пусть будет нахуй сотка 10 тысяч. Ну пусть 20 тысяч, блядь. Ну ему обещали, точнее им, наверное, обещали там стандартный раздел земель. У нас, допустим, 25 соток. Ну 30. 25 соток, блядь, по 20. Ну это грубо пусть будет миллион. И получается, ведь они, блядь, СВОшники. Да, СВОшники. Но они уже, наверное, блядь, заработали эти деньги. И они уже сходили. Они же как пишут. Два иных поверили словам. Они или служат, или, блядь, так сказать, еще служат, если такой одежды, блядь. И просто обращение пишут с этой, не знаю, блядь, с армии, блядь, с войны. Исходя от этого, я понимаю, что это разводняк, блядь, их кинули, блядь, а вы и ведетесь, идете, блядь, на эту хуйню.
Вспомнил как раз к этому моменту, что у меня же тоже один родственник, блядь, из Таджикистана попёрся, блядь, понимаешь ли, в Москве, чтобы дали ему этот квартиру, блядь, попёрся на войну. Сейчас он на войне, блядь, сука, служит, пиздец. Недавно только спрашивал, я говорю, живой он? Говорит, живой вроде бы. Ну, пока живой, не сдох еще. Так что человек поехал заработать себе на квартиру, чтобы жить в Москве. О, такие люди, да, ведь охуеть, блядь. Приперся из пизды куку из Таджикистана и хочет квартиру в Москве, блядь. Через войну получить. Пиздец, блядь, люди. Представляете, да? И еще 33 пизды колена родственник, нахуй. Я просто поражаюсь над людьми, блядь. Вот так вот. Российские нефть, газ, уголь, что пошло не так. Ну, это я чисто как этот прочитаю его, да, новость. Надо его смотреть, надо было, наверное, я что-то не вижу постоянно этого Алпамыша. Эксперт рассказал о рисках и потерях для нефтегазовой промышленности Башкортостана и Татарстана в условиях войны и санкций. Дональд Трамп, как умелый биржевой игрок, до которого полковником ФСБ еще расти и расти, одной рукой поглаживает Путина, другой рукой рушит российский нефтегаз и вышвыривает РФИЮ из международных топливных рынков. Можно сколько угодно грезить о новом разделе мира, о новых Ялтинских соглашениях, но союзники США и НАТО не Россия, а петрократии Персидского залива. Петрократии Персидского залива. Ну да, нефтегазовая модель России рушится. Эксперт объясняет, что пошло не так. Санкции, разрыв с Европой и деградация отрасли поставили нефтегаз под удар. Эксперт Борис Аронштейн рассказывает, как это изменит экономику России. Ну, Аронштейн какой-то, блядь, непонятно, Штейн, блядь. Еврей какой-то, наверное. Ну, суть примерно поняли, короче говоря. Трамплин, блядь, хочет просто, блядь, вытащить, блядь, всю нефть, блядь, с Арабских Эмиратов, где-нибудь оттуда, наверное, блядь, снизу, да, как сказать, блядь, с Африки. Или там свое, блядь, какой-то слан свой говно привезти. Вот и все. И, как бы, понимаете, если так подумать, вот так, да, ведь, у России, блядь, если даже Европа берет что-то, да, ведь, оно им нужно, базара нет. Но оно может, они могут и не брать ведь, блядь. Тупо просто не брать, блядь. И потом, куда вы будете пихать свою вот эту нефть, вот эту всю хуйню, блядь? Вот это не могу понять, блядь. Куда они будут собираетесь вы продавать его? Или вам придется не копать. А если не придется не копать, то тогда, блядь, нахуй вы хуи сосать будете, блядь. Че вы будете жрать-то, блядь, если это не продавать, блядь? Вот примерно так. То тоже чисто просто оглавление. Срочник из Башкортостана подписал контракт уже на 3-й месяц службы и очень быстро обнаружил себя в мясном штурме. Вот тебе и надо, нахуй. Стоимость одного реактива составляет около 1 миллиона 400 тысяч долларов. 1 миллион 400 тысяч долларов. И, блядь, у меня что-то, блядь, у меня с математикой крыша едет. 1 миллион 400 тысяч долларов, блядь. Уму непостижимо. Обычно их запускают сотнями, чтобы перенасытить украинскую противовоздушную оборону. Большинство беспилотников собьют. Незначительное количество прорвется через ПВО и развалится станцию шиномонтажа, склад супермаркета и вынесут несколько квартир в Киеве. Отдельно счастливчики, перелетев через границу и несколько минут покружат над территорией Польши. Таким фактом очень гордятся в Кремле. Россиюшки снова становятся одним из центров многополярного мира.
с плешивым дедушкой снова говорят президенты других стран. Изоляция прорвана. Некоторые налеты могут стоить под $1 миллиард, если шахедов выпустят 500 штук. Это к вопросу о стульях, теплых и школьных туалетах, детских завтраках, проще в социальной сфере. Когда дети зарабатывают в школе сколиоз, цистит и прочие неприятные болезни, всегда следует напомнить себе о том, какие огромные деньжища буквально сжигаются на войне, зато старого маразматику в Кремле весело, движуха. Ой, блядь, такую тему затронули, и вспомнил я, выйду-ка я отсюда к себе зайду. Пиздец, я только сегодня загружал такую тему. Сейчас найду я вам. Охренеть, дичь какая. Вот. Это прям я хочу озвучить, потому что я его уже озвучил у себя в Телеграме. 46 человек слева, 2 справа. И тут такая хуйня. Покажу я это. Я его не успел загружать вроде бы. Вот такая дичь написана. Facebook можете зайти. У меня и Facebook есть еще. Прочитаю. Знаете, такой Facebook, порой такие гнилые нахуй группы есть, блядь, в Фейсбуке, блядь, напомню, если кто не сидит в Фейсбуке, можете тоже посидеть, потроллить. Есть группы узкожопых, есть группы хохлов, блядь. И вот это две группы, нахуй, и разные дичи там несут. Кто-то что-то чему-то радуется, кто-то начинает друг друга чмырить, блядь, там. Ну, короче говоря, порнуха конкретная. И тут вот какая-то овца Дарья Дробизжева, блядь, как это пизду, блядь, вытащила какую-то хрень. Спрятанные миллионы, как Украина получила срочную поддержку от Нидерландов. Спрятанные миллионы, как Украина получила срочную поддержку от Нидерландов. Я внутрь не стал заходить, мне оно нахуй не интересно. Сразу захожу я на комментарии. И тут прикол. До этого я вам читал к этой теме. Пишет какой-то хуй. Не украдешь, не проживешь. Второй пишет. Ну-ну, помощь Украине. И какой-то нос, блядь. Третье. На оружие. Какая-то Анна Молли пишет. На оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. Четвертое. Вот так поскребли по сусекам. Теперь, не читая даже ту новость, я вам скажу. Это речь идет о Нидерландах. И тут самый интересный комментарий из 6 комментариев. Вообще там, наверное, было 6, я только 4 именно нужных копернул. Вот. На оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. И тут, блядь, наша любимая тема о том, что эти узкожопые в чужой стране, вот это вот, пусть даже будет украинка это, блядь, пусть будет она узкожопая, ну явно узкожопая, говорит в чужой стране, чужой национальности, чужим людям, чтобы там, оказывается, не давая оружие погибающим от этих узкожопых людей в Украине, да, оказывается, нужно, блядь, построить в Нидерландах детские площадки, например, садики и так далее. Бесплатные. Бесплатное вместо... нет, на оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. Понимаете, какая дичь сидит в этой ебучей нахуй Европе? Вот, навальнисты, блядь, ходорковские, блядь, вот эта вся хуетация сидит, блядь, в этой Европе. И как она, блядь, нахуй за эту Европу держится, что готовы, блядь, уничтожить, блядь, живых людей в Украине за то, чтобы там у них появились бесплатные садики в чужой стране, не забываем, и детские площадок, блядь. Почему именно это относится, вот детских площадок не было бы, как-то можно было бы это как-то окей сказать. Но детских площадок на самом деле здесь очень нету, так сказать, блядь, нахуй. В Европе
редко ты найдешь турник, детские площадки. Нихуя нету этого, нихуя. Оно не для этого сделано, что ли, я не знаю, блядь. Очень редко в новых каких-то территориях ты можешь найти, блядь. Но если вы представляете Европу, Европа построена до такой степени старая, блядь. Она никогда не разрушивалась, блядь. Она стоит там, как их построили их деды, блядь. Они ничего не сносили. Они, блядь, садомазохисты, блядь, жить в старом, блядь. И вот в этом старом месте они что, на крышу, что ли, детскую площадку сделают? Или куда? Они куда должны засунуть, блядь? А в Пидорасии, блядь, столько земли, блядь, до хрена, блядь, что там, конечно, будут все эти условия. Да, базара нет, блядь, турник, детская площадка, в Москве везде, на каждом шагу, блядь. Это охуенно, блядь. Но здесь, живя в другой стране, блядь, ты говоришь о том, что почему это, я думаю, таким долбоебам надо сразу затыкать рот, блядь, чтобы говорить о том, что в чужой стране указывать, кому же они помогут. Ты, овца, живешь тут, блядь, неизвестно за какой счет еще. И получается, и тебе помогают, как если, допустим, она все равно пришла через беженцы, допустим, люди приходят, да, сюда. И получается, и какого хрена ты можешь, блядь, смело так, блядь, в своем лицемерном обличии, блядь, убивая украинцев там или весь мир и Африку подключая, ты говоришь, что почему бы здесь, блядь, создать что-нибудь бесплатное, блядь. Вот, поэтому я даже сейчас не успеваю читать ваши комментарии. Вот, если тут узкожопые есть, вот послушайте это. Вот послушайте, вот какого хуя вы, получается, узкожопые, блядь, нахуй, чужой стране пытаетесь диктовать, блядь. Недавно я в тот день показывал, не показывал, как этот видосик такой где-то увидел, блядь, куда-то я закидывал тоже, наверное, в Телеграм, не знаю, о том, что, блядь, бабушка какая-то в Латвии ноет, сидит, блядь, я не буду говорить, блядь, на латышском, блядь, а ее, блядь, латышка снимает и троллит ее, блядь. Вы, говорит, будете в этом, на эфире, и ты, говорит, ты в Латвии, блядь, говори на латышском. Она говорит, нет, я, говорит, буду говорить на русском. Какая разница, блядь, что такое, блядь. Там, блядь, потом начала так притворяться, типа, типа, ой-ой, а я обижена, блядь. Дичь конкретно, блядь, актриса ебаная, это бабуля, блядь. Главное, блядь, ей хуй его знает сколько лет, нахуй, блядь, а за все время не умудрилась выучить, блядь, латышский язык, блядь. Ну, пиздец, люди, нахуй. А таких до хуя, которые этот в чужой стране любят командовать, а в то же время не учат язык, блядь, не уважают, блядь, и так далее, блядь. И у них такая привычка, блядь, у узкожопых, у многих, да, так сказать, блядь, 1% может нормальный тут есть, которые могут интегрироваться, а другие ни хрена, блядь, нахуй. Я увидел, блядь, и в Германии этих узкожопых, откуда только понаехали эти уроды, и они живут там, как будто бы немцы им должны, блядь, нахуй. И, блядь, нахуй, блядь. Сука, вы в чужой стране живете, блядь, и вы определите же, блядь, нахуй. Язык, блядь, или там не язык, блядь, или там как вам угодно жить, блядь. Вы не можете так жить, блядь, как вам угодно, блядь. И ущемлять будут вас узкожопый язык, не будут ущемлять. Это тоже их дело, блядь, не ваше, блядь. Вот, Туганар, вот столько вот этого дерьма, вот, если так разглядывать вот эти каждые какие-то моменты, инциденты, которые происходят, блядь, у нас в мире, вот, и рассматривать то, что они сюда приперлись, блядь, на готовые, грубо скажем, да, они вот узкожопые сюда, зачем вообще приперлись? Им, получается, блядь, не нравится в этой пидорасии жить, блядь. Они приезжают сюда, но и хаят это место, и хвалят свою пидорасию. Ну нахуй тогда вы приехали, блядь? Вопрос возникает, блядь. Как этим задаю вопрос, блядь, нахуя вы на войну идете? А вам задаю узкожопом, нахуя вы сюда приехали? Вам нравится здесь жить, да? Классно, да? А чё тогда в пидорасии у вас, блядь, так не хотите сделать, а? Чё вы, блядь? Жопа у вас, джим-джим, блядь, не можете, да, блядь? Боитесь, дохнуть не хотите, не так ли?
А сами нацисты, блядь. Вот как ты тут? О, я тут. О, благодарю. Вот так вот. Там что, тупит, да, здесь или что? 69 человек. Вот такие дела, Дуслар. Поэтому каждый этот... Норм, ага. Ну, значит, все уебались эти, блядь, соседи мои. Интернет нормально тянуть начал теперь. Потому что понавырубают на этот один Wi-Fi, блин. Миллион телефонов, компьютеров. Глюк потом. Так, блядь, пиздец. У меня время 2 уже, блин. О, там уже у вас утро. Тогда это потихоньку, тогда я уже много чего прочитал сегодня. Ну вот самое интересное, вот то, что потерялся человек. Хотелось бы найти этого человека. Он потерялся, этого Рустама. Чтобы этот... Может, как-то через эфиры, как-то, я не знаю, может, кому-то что-то увидит, дойдет. Да. Сундахан, ну тогда Туанар будем, наверное, закрываться, короче, сегодня. Что-то этот... Я с вами уже, грубо, 3,5. И еще до этого был час, да, где-то я 4,5 часа, что ли, я сегодня с вами уже, грубо. Вот так вот. Так что в этот, ну, все можете раздавать, где что, где оторвалось, собралось. Бараки Аллах фиг за эфир, брат, да. Вам тоже всем благодарю, что посидели, побыли. Да, 37 человек смотрит, ну, этот, у меня 31 сейчас показывает. Да, благодарю, спасибо, дякую. Вот, поэтому как бы максимально, если можете, распространите вот насчет того пацана, самые такие, да, горящие темы, пацана бы найти, потому что родственники ждут, и у него, оказывается, вдобавок еще скажу, семья вроде бы есть, вот, вроде жена, дети есть, вот, так что вот так вот. Это удивительно, блин, человек уехал и потерялся, вот так вот. Поэтому, кстати, покажу-ка еще лицо его еще раз, блин. Губит меня, пипец. Еще одну тему же я озвучил сегодня. Я не успел загрузить. Или что я должен был загрузить, но я не загрузил. Убила одна хрень. Давайте напоследок его озвучу. А потом уже то, что я загрузил в ТикТок, я не выгрузил, блядь, не успел. Так. Меня вот это убило. Выступила за депортацию мигрантов русская казашка против намаза в России. Ну, я сегодня высказывал уже про это, но она меня убила. Вот эта овца. В Кузбассе полиция задержала граждан Узбекистана после того, как они совершили публичный намаз. Их выдворили из страны, и уже нашлись блогеры, которые это поддержали. Русская казашка Алия Толстых призвала подчиниться беспределу. Я в России. Публичный намаз воспринимаю как провокации в обществе, для общества, потому что люди, приезжающие
в Россию, либо проживающие в России, проповедующие ислам должны понимать все-таки, что основа России, Российской Федерации – это Святая Русь, православная вера, и государствообразующая нация – это русские, государствообразующий язык – это русский. И что хорошо будет в первую очередь государствообразующей нации, то и будет хорошо всем остальным. Наплевала на явные нарушения закона и на права и мнения более 20 миллионов мусульман, проживающих тут. На что только не идут предатели, чтобы аж так понравиться русским. В Кузбассе полиция... Видели, как сейчас я заметил, оказывается, до этого днем не видел. Ну, и то, что я тоже говорил, еще раз повторюсь, может, я не знаю, что я говорил там. Короче, сейчас видели, как у нее глаза смотрят вот сюда. Вот я сейчас смотрю на левый телефон и на правый буду смотреть сейчас вот так. Двигаются же глаза у меня. И вот она тоже читала. Читала и сама, блядь, прям заикается уже там, блядь. А Святая Русь. Святая Русь. Я в шоке был, блядь. И вот сейчас прям проглядел ее глаза, и она перепрыгнула на следующее предложение. Святая Русь. И самое интересное, блядь, ну понятно, блядь, неверующая, манкуртка, блядь, ну понятно, это все с Казахстана, не с Казахстана, казашка, не казашка, российская казашка, это, блядь, то же самое, что российский татарин, блядь, российский, нахуй, башкир, блядь, один хуй из этой категории, блядь. Как этот, все одинаковые, блядь, кого узкожопым называют, блядь. И вот она, самое интересное, блядь, говорит за узбеков, которые вообще не при делах. Узбеки, которые приехали в Россию, они вообще не при делах. И плюс, и она говорит, блядь, что типа намаз сделали где-то. Намаз. В чем проблема этого, что они сделали намаз? Я же вам рассказывал до этого, недавно в эфирах тоже напоминал вам, что, блин, в торговом центре постоянно я воевал с этими обезьянами, блядь. Постоянно нельзя здесь читать намаз. Я считаю, намаз читаю, они подходили ко мне и говорили, типа, не читай, короче. Прям прерывали мне намаз даже, подходили. Бывало, ждали какие-то нормальные, которые, одни не ждали, блядь, прерывали прям чуть ли на коврик мой этот, говорит, не залетали. И тут вот эту дичь услышать от нее, это просто пиздец, блядь. Алия Толстых, блядь. Получается, у этой Алии, наверное, муж узкожопый, блядь. Какого хуя у нее фамилия Толстых, блядь. Получается, она вышла за узкожопого замуж. И самое интересное, я добавлю еще, блядь, у казахов, у узбеков, в последнее время какая-то дичь пошла. У кыргызов это было лет уже 20 назад, блядь. Не знаю, когда я в Москву приперся, блядь, кыргызы были такие. У них привычка выходить замуж за русских. Вот пиздец нахуй, блядь. В хлам, блядь, нахуй. Вот такая есть у них привычка, блядь. И я хуею, не знаю почему. То ли, блядь, они хотят тряпку мужика. Ну, потому что русские это тряпье все. У них нет нормальных мужиков, блядь. Все каблуки. И эти азиатские женщины, раскрепощенные, в рот ебать, блядь. Для них такое слово употреблю. Они думают, что с узкожопами они могут себя вести так, как хотят в своей блядской голове. Бледушки по ихнему менталитету, потому что они уже как бы хотят оторваться от старого канона узбеков, там, казахов и так далее. И эти бляди, шалавы ебаные, приезжают, блядь, нахуй, так, или там живут в России, или уже, грубо говоря, россиянки. Разницы нету нахуй, блядь. Когда я начал встречать узбечек, блядь, которые выходят замуж за русских, у меня волосы, блядь, сука, стали аж, блядь, сука, везде. Я охуел. И тут казашки уж это не сенсация. Казашки уж... Казахов я считаю, как и татар и башкиров, такие же испорченные, такие же, блядь, одинаковые, нахуй. Хоть и в независимой стране. Одинаковые, блядь. Ничем не... Насчет вот этого блядства ничем не отличаются. Такие же, блядь.
99% пиздят на русском. 99% пиздят на русском. У узбеков такого редко найдешь, а вот у казахов это пиздец сплошь и рядом. Я еще ни с одним казахом нормально по-казахски не говорил. Точнее, по-узбекски или по-татарски. С ними тяжело. Они всегда говорят мне в ТикТоке, говори на своем, а сами пиздят за мной на русском, блядь. Где не встретишь на русском, пиздят со мной, блядь. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что вот эта баба явно, блядь, вышла замуж, блядь, за толстых каких-то, блядь. Надо выяснить. И самое интересное, она, как женщина, Хотын бошы белән, высказывает против ислама и высказывает от себятину, точнее, блядь, от русятину, от узкожопых нахрен, такую, блядь, дичь, типа Святая Русь, блядь. Это явно ее надоумил кто-то, вот эту хуйню прогнать, блядь, эту тему. И вот таким образом, вот такие манкуртки, блядь, работают хорошо, блядь, под этих узкожопых. Ну, так сказать, подстилки, блядь, ебаные. Подстилки, они были и в древности, и сейчас. Ну, как это, бабская армия. Поэтому я считаю, что таких нам нужно, вот я и в маленьком эфире тоже это сказал вроде бы, нужно конкретно, так сказать, закидать камнями. Вот у меня тоже сколько раз блокировали мой YouTube, TikTok блокировали. И таким же образом ее нужно, блядь, зачмырить полностью, блядь, во всех интернет-ресурсах, чтобы она потерялась, нахуй. Потерялась вообще, блядь. Если помните, был один хуй какой-то еще, который типа себя представлял казахом. А сам он, блядь, сказали вроде бы какой-то алтаец или кто, блядь, хуй, который постоянно пиздел против Казахстана. Вот теперь, блядь, его куда-то убрали, теперь эта пизда вылезла, блядь. Ну что за нахуй происходит, блядь, нахуй? До такой степени, типа, блядь, невъебенно умные, что ли, блядь, эти манкуртки, казашки, блядь. Или тот, блядь, тоже себя казахом представлял, но сам не казах. А это, блядь, явная казашка, если это на самом деле казашка, Алия Толстых. Вот нахуя это, блядь? Это что за хрень, блядь, говорить, блядь, за всю Россию, за ислам? Это раз. Второе, напомню, блядь, чтобы потом нормальные казахи не обижались, да? Нормальные казахи меня поймут. В Казахстане вот давно еще, вот недавно, ну как сказать, блядь, недавно я вам об этом тему подымал, блядь. В Казахстане, блядь, почему против ислама идет, блядь, эта ебучая власть, вот этого я не могу понять, блядь. Против ислама нахуя идут? Паранджу нельзя, кыргызы тоже, блядь, это нельзя, хиджаб нельзя, волосы открыты, это нельзя, это арабская, блядь, хуйня пришла к нам. Но если арабская хуйня пришла, давайте эквивалент вам скажу тогда. Тогда какого хуя вы в десна целуетесь с Китаем? Не носите с китайские одежду, китайские вещи, пусть голые ходят. Также Узбекистану касается, Кыргызстану то же самое. Хватит нахуй ходить в китайских вещах. Нахуя вы же в арабских чмырите ходить в хиджабах, чтобы не ходили. А в китайских, блядь, стрингах ходите. Ну определитесь тогда, блядь. Начните тогда свою одежду шить какую-то культурную, если вам не нравится арабская. Если нравятся вам китайские стринги, блядь, одноразовые. Тут определитесь, вот я не могу понять, как вас уму-разуму привести, что против ислама лезть не надо. В каком вы там эквиваленте вы и пиздите, но не против ислама. Потому что вы же ебаный в рот сами мусульмане. Вы что, ебанутые, что ли? Как можно, блядь, в мусульманской стране идти против мусульманского действия? Я думаю, лет 500 назад, или там, когда там в ислам приходили наши предки, они бы охуели бы от того действия, что делает Тукайка,
Что делает Мирзияев, пидорас, заставляет, как Каримов, сбривать бороды. Заебали. Вот я всегда наблюдаю это, знаете, от кого? От узбеков, которые живут здесь, приехали недавно. Как яйца кота, бритые, нахуй. Сбривают все пиздец, нахуй. Потому что у них все, вот это все дичь, они прогнали им, блядь, что в Узбекистане без бороды ходить. У меня зять тоже без бороды ходит, потому что знает, что доебутся. В Узбекистане. Поэтому, туганлар, нам нужно конкретно везде лечить свой народ. И в Казахстане, и в Башкортостане, в Татарстане, это понятно. Поэтому всегда я говорю, отдельные страны, которые уж отделились в 91 году, вы должны для нас быть уроком. Вот этот Руслан Габбасов иногда такой пахта делает, да? Пахта, мамаккуя. Это называется, по-русски давайте скажу, не надо, блядь, подушку подкладывать под жопу Казахстана. Руслан Габбасов, это тебя касается тоже. Если есть какие-то хуевые дела, научитесь говорить это в лицо, блядь. Не надо скрывать, блядь, мозга ебать, нахуй. Как есть, говорите, блядь. А у Габасова постоянно, блядь, под Казахстан ставит пахта, блядь. Пахта это хлопок. Под жопу мамок куймалась. Мамок, да, по-казахски будет. Мамок не надо под жопу ставить. Хлопок не надо подкладывать, так сказать. Да, тушак не надо подкладывать под жопу. Заебали уже, нахуй. Точнее, блядь, Габасов, ты заебал уже, блядь. Учеба, блядь, езжайте башкиры, 5 штук, блядь, в год, нахуй. 5 штук в год, блядь. Ну что за нахуй, блядь? Ты свою республику, блядь, раскручивай, нахуй. Чужую пытаешься раскручивать, блядь. Удивляюсь над такими людьми, блядь. Когда идет речь о том, что независимым в Казахстане и в Узбекистане, в Кыргызстане, Таджикистане, вот в 4 странах, еще Туркменистан есть также, да, который был в СССР, блядь, нету недоразвитость, блядь, до сих пор недоразвитость, это уже звоночек тому, что мы никак не должны от них что-то брать такого путевого. Путевого у них мы возьмем только что-то, но не вот этот дичь, которая у них сейчас происходит, блядь. Независимый Казахстан. Всякими вот такими еще пездами, нахуй, которые будут пиздеть, блядь, против узбеков, как где им молиться, блядь, в России. Или не молиться, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что, блядь, нахуй, вот такие суки, нахуй, будут ходить между нами и мозга ебать нам. Портить нам, так сказать, климат. Поэтому я считаю, что каждый народ должен справляться с своими вот этими отродьями, нахуй. От какой пизды они вылезли, мы должны за эту пизду отвечать. Я так считаю, блядь. Получается, блядь, того хуеплета, который пиздел против Казахстана, вы куда-то угандошили его, придется вот эту тоже сучку куда-то угандошить. Хоть она будет как это, блядь, из России, блядь. Вот я так считаю. Потому что казахская диаспора есть в Саратове, вас хватает там, до хрена и больше. Поэтому, исходя от этого, вы должны вот таких пидорасок ставить на место. Ну, само собой, не с Тукайкой. Тукайка Манкурт, блядь, такой же, блядь. Он не пойдет, не подпишется под эту тему, я думаю. Поэтому Башкортостан с Татарстаном обязательно должен пресекать свою национальность в любых его каких-то мероприятиях. Потому что у нас тоже таких хуево туча, блядь. Да хуя и больше, блядь. У нас тоже таких долбоебов, которые, если помните, какой-то черт, в прошлом году я заступался, чтобы не пиздили с дагестанцами. Сыр-бор был. Татарин, блядь, из Татарстана, блогер ебаный, блядь, что-то пропиздошил, блядь, насчет женщин в Дагестане. И пизды получил, да, ведь помните? Вот, вспоминая вот такие моменты, я поражаюсь над тем, блядь, что ни в Татарстане, ни в Башкортостане никто никогда за себя не заступится.
не заступится. Вот это меня и поражает. Когда чеченцы пизданули одного узбека в Москве или в России за то, что он что-то сделал, кому-то что-то гапотянский какой-то, что-то кинул слово, что-то, и чеченцы его нашли и полностью просто захуярили его, просто, блядь. И один какой-то узбек вылез, вроде бы сказал что-то и потерялся тоже. И тоже до ума не довели. И потом пишут везде в комментариях, узбеки пишут, типа, вот узбеки там обосрались, вот ходят нас позорят, тут обосрались, ходят тут позорят. Ну, я же вам что говорю, блядь? Давайте начнем отвечать за жопу. Я же вам показываю всегда, вот давайте вот за эту джим-джим, блядь, за жопу отвечать начнем. Пизданул кто-то, приедь, растолкуй тему, блядь. Что вам нахуй, блядь, вам рассказывать, блядь, как рамсы путают или не путают, блядь, про рамсы рассказать, что ли, вам, блядь. Вы когда человек, блядь, бурагозит, нахуй, и путает рамсы, вы должны прийти и распределить эту тему, нахуй. Кто виноват, чё почем, чё пизды получил, зачем ты пизды дал. И нахуя, всегда я вам говорю, в эфир это делать, нахуй. В эфир не надо это делать, блядь. Потому что за этим одним человеком там 37 миллионов людей, блядь, идет под раздачу позора, блядь. Нахуя? Нахуя вот это, блядь? Или это уже для нас нормой стало, блядь? Нормой стало, блядь, где-то найти, блядь, там, допустим, узбека или там казашку или кого-то там, зачмырить ее, допустим. Это норма для нас, для всех, да ведь? Вот это меня удивляет, блядь. Поэтому я считаю, что рукоприкладство, так сказать, против своего же как раз-таки брата-мусульманина, я думаю, это неправильно. Я считаю, это неправильно. Базара нет, блядь. Этот чувак был бы подобием Манкурта, который что-то сделал там, такое какое-то убийство сделал, или там за Москву топил, блядь, что-то сделал, да хуй с ним, сказали бы уже, блядь, тут. Но там шло дело, что он просто как бы оскорбил девушку, женщину, но нет уже там такого прям пиздецкого, чтобы прийти его разломать, блядь, на куски, да? Но это тоже не дело, блядь. Я так считаю, это не дело, блядь. Это не дело, поэтому до такой степени вот мой народ, вот узбекский народ, мягкий, блядь. Вот мы мягкие. Вот это меня вымораживает. Мы до каких пор будем мягкими, блядь? Когда мы уже научимся менять власть в Узбекистане, когда мы уже нахуй начнем, блядь, за свою жопу отвечать? Башкортостан с Татарстаном в таком же, блядь, в порядке. Вы не думайте, что вы какие-то, блядь, особые, нахуй. Вам то же самое касается, блядь. Башкортостан с Татарстаном должен тоже за жопу научиться отвечать, блядь. А не искать каких-то, нахуй, узкожопых, говорить, а за нас русские решат, блядь. За вас русские уже давно решили, 500 лет назад. Решили, сосете вон, 500 лет уже, блядь, у Москвы. За свои же деньги вы у них сосете. Вы еще платите и еще досасываете, нахуй. Вам что, это что, кайф, что ли, это? Поэтому по всей России это идет, блин. И на Кавказе, и везде, блядь. Грабеж, блядь, этот ебаный идет везде. А Азия со своими вот этими действиями никак не может отлипнуть нахуй от России. Не может отлипнуть, блядь. Короче, Дуслар, будем тогда заканчивать. Это разговор можно до утра длиться. Но вот такие вот моменты, конечно, вот как я озвучил, нужно нам заканчивать такими делами. Потому что каждый вот такие действия, это я попытался максимально уравновешенно донести это вам. Другие, кто-то донесет это по-другому, кто-то вообще пропустит между ушей, блядь. Но мы не должны это пропускать. Мы не должны пропускать. Почему? Потому что каждой предъяве должен быть ответ. Каждому ответу должна быть предъява. Поэтому мы должны как-то это регулировать в вот таком баш на баш, блядь, теме. Поэтому это нужно озвучивать. Хоть стыдно, не стыдно, мы должны это озвучивать.
Почему? Потому что у нас пока идет война, блядь, нахуй, интернета. Война, блядь, так сказать, ресурсов вот таких. Хуйня идет полная. Пока мы по-другому никак не можем. И плюс, конечно, здесь по-другому мы и не можем, блядь. Почему? Потому что с манкуртами как только воевать мы будем? Своих же не будем тоже убивать, наверное, вот так, напрямую, сразу, бах-бах-бах, блядь. Мы не можем. Поэтому, исходя от этого, мы должны просто предупреждение какое-то дать, блядь, пресекнуть, так сказать, таким действием, что это такая хуйня не катит. Вот и все. Потому что, как сказать, было бы дело, знаете, какое? Последний пример. Было бы такое дело, что не было бы там про ислам вообще ничего не было бы. Просто вот, допустим, узбеки, или там пусть татары пусть будут, просто, допустим, что-то сделали там на улице, блядь. Допустим, насрали, блядь. Вот как обычно в Париже, срут везде, блядь. Вот так, насрали, блядь. Нихуя себе. Ха-ха-ха, блядь. Насрали в центре Кремля, блядь. Прям пиздец насрали. Вот примерно вот так было бы, и она это озвучивала бы, блядь, сказали бы, ну, блядь, ну, с кем не бывает, блядь. Несдержание, ну, насрал, блядь. Ну и что? Но тут она озвучивает чтение намаза вот с таким унижением, что, оказывается, их сраная святая Русь, обосранная нахуй, лаптях, блядь, выше намаза того брата узбека, мусульманина. Если он читает намаз, значит, он не лицемер, не мунафик, и там мусульманин. Выше, оказывается, их вот этой манкуртки Святая Русь, выше сделанного того, так сказать, из пятикратного намаза. Один намаз, наверное, он сделал там уж. Он не может все намазы читать, да? Какой-то намаз ему надо было, наверное, приспичило сделать, и сделал. Все. И эту хуйню человек, получается, рассказывает, как будто кто-то где-то обосрался. Вот примерно так. Поэтому я считаю, что такие вещи именно против ислама, если мы не будем пресекать, то мы становимся, я считаю, что такими же мунафиками, и там и лицемерами, как правильно по-русски назвать, вот такими пидорасами, так сказать, блядь, да, становимся, вот примерно вот обрусеваем. Легче сказать так, блядь. Мы такие стали. Мы такие. И это нужно научиться признавать. И делать работу над ошибками. Вот только так. По-другому мы не можем, блядь, нахрен постоянно сидеть, мониторить, блядь, это ебаные какие-то. Кто-то так сказал, кто-то это сказал, блядь. Мы же как хуже баб, блядь, по идее, блядь. Если мы это каждый раз на эту такую хуйню реакцию будем давать, блядь. Это же ебанизм полный. Но пока информационная война, нам придется такие хуйни делать, я так думаю. Пока нету настоящего у нас в руках автомата. Другого варика у нас нету. Если был бы другой вариант, можно было бы что-то, блядь, идти уже, что-то делать. Поэтому я считаю, что максимально Башкортостану и Татарстанга нужно начинать уже думать о независимости. О независимости. Как быстрее мы приблизим эту независимость, чтобы открыть границы с Казахстаном. Открыть границы с Казахстаном. И вот такие всякие швали, нахуй, манкуртки, сами по себе проебутся. Потом уже никого не будет. И ни о чем не нужно будет говорить. Там кто-то, что-то. Уже когда будет уже это отделение из Москвы, любая хуйня будет вылазить в нашу сторону, мы ничего не будем слышать. Мы не услышим их больше никогда, блядь. Вот к этому мы должны дойти. Мы их не должны никогда слышать и слушать. Подавно повиноваться, как сейчас. Понимаете? Вот это все у нас должно быть исчерпано, закрыто, заколочено. Если даже можно, я думаю, блядь, построить какую-то ебучую стену, какую-то, блядь, бетонированную, нахуй, на сторону Москвы, блядь, чтобы оттуда ничего не было видно, слышно,
чтобы там они срались, еблись, там жили нахуй. Чтобы не вылазили из этой стены, блядь. Вылезли, пизда им нахуй. Сразу башон кисіп ташларға нахуй. Бітірмесін. Только так. Благодарю. Русь киевская, а Россия московицкая. Да, блядь, для нас вот эта русскость до такой степени не вот так уже сидит, что для нас главное, блядь, это ебучая Москва. Пусть как хотят они себя называют, но главное, чтобы она отстала и от Украины, и от нас. Все, мы должны жить отдельно, каждый жить должен отдельно, и мы не должны подчиняться кому-то. Я постоянно в каких-то эфирах, если вспомню, напоминаю. У нас нет хозяев на этой земле. Поймите, у нас нет хозяев. Рабство наш пророк уже тогда поборол. Он тогда уже против рабства поставил крест, так сказать, да? Уже точку поставил он тогда. Уже красные линии выставлены тогда. После этого в этой пидорасии было рабство. Бурлаки, было оно. Но его-то не было. Но нам он оставил это учение, и мы бороться должны против рабства. Все. Мы боремся не из-за того, что мы не хотим так жить, там. Это хуйня, это мелочь. Жить, само собой, никто не хочет так. Мы боремся, ну, логика нормального мусульманина должна быть так. Нам поставлена цель от самого пророка, что рабство – это нечеловеческое, так сказать, как в армии, неуставные отношения, блядь. Такого не должно быть. И он конкретно, ультимативно поставил: мы рабы Аллаха, но не людей. И никакой вещи тут нахуй мы не рабы, блядь. Ну, конечно, в данный момент мы рабы телефона стали, конечно. Интернета, блядь. Ну, имеется в виду, физически мы никого не должны слушать подавно. И мы не рабы. Вот эту хрень мы должны поднять. Мы должны себя уважать, ценить. Не быть быдлой, конченой. Вот к чему мы должны идти. А не такой дичью страдать, что вот, понимаешь ли, вот Россия, блядь, и мы должны его слушать, блядь. Нет, мы никого не должны слушать, блядь. Мы должны строить свое независимое государство. А его, чтобы достроить и построить, до ума довести, нам нужно просто взять и уничтожить Москву. Все, там далеко бегать не надо. А вот если мы будем молчать дальше, вот так, блядь, всякие, блядь, вот такие толстухи будут вылазить, блядь, мозга будет канифолить, читай намаз, не читай намаз, молчи, блядь, этот, рот не открывай, блядь, ты холоп там, туды-сюды, ты раб. Все, это уже для нас будет, это, ну, так сказать, конец. Даже все края, по идее, даже красные линии уже пройдены. Мы все равно молчим. Поэтому нам надо уже все сосредотачиваться, не молчать. Вот и все. Вот как, допустим, если вспоминаем Майдан, пусть кто его сделал, это тоже нас не ебет. Кто его сделал или не сделал. Майдан на Украине. Произошло? Произошло. Потом вот недавно, да, Сирия ебанула Асада. Ебанула? Ебанула, блядь. Вот и все. Вот примерно вот такие действия нам нужны, блядь. Вот такие действия, которые решающие. Вот, допустим, не хочу я жить с Путиным, блядь. Вот давайте сделаем, чтобы мы не хотели жить с ним, блядь. В чем проблема, блядь? И все, вот эту вот систему нам нужно просто сделать, и все. Утрясти. Маленький пустяк, блядь. Для этого маленького пустяка всего лишь нужно стать 100-200 тысяч человек, встать и пойти на Москву. И все, а может и меньше. И все у нас решится. И очень быстро решится, без всяких каких-то колебаний того, что мы будем бояться, не будем бояться, сдохнем, не сдохнем. Вот.
Но мы не можем одни идти туда. Вот я не могу один идти, блядь. Чё, блядь, я сделаю один, блядь. Вот если было бы у нас хотя бы 1000-2000 человек, которые конкретно хотят идти, то, может, у нас уже что-то бы было бы. Какой-то движуха началась бы вот. Ну, а так, хз. А так вот сюда еще я какие-то новости кидал, оказывается, я не прочитал, да, блин, их. Куча новостей. Вот я это читал. Вот этот давайте уж вот это тоже давайте добьем, потому что это уже устареет потом эта тема. На выступление Ахмад Шаара во время одной из сессий первого дня Дахийского форума он конкретно сказал: я сражался на нескольких фронтах, но Аль-Шара отвечает на обвинение в терроризме. И он что-то такое ответил, прям весь зал аплодировал и так далее. Ну, не знаю, сейчас орать будут или нет. Наконец-то! Как вы знаете, у вас есть прошлое, связанное с терроризмом, и вы работали на организацию Аль-Каида. Что вы скажете людям в этой комнате и в западных столицах о вашем нынешнем мышлении? Мы знаем, что есть районы в Сирии, и также есть люди, которые используют идею исламского халифата. Я знаю, что этого нет в Сирии. И похоже, что женщины чувствуют некоторую освобожденность или эмансипацию. Как вы рассматриваете свое прошлое в свете работы с этой страной, продвигаясь вперед в вопросе прав женщин? Есть люди, которые размышляют над этим, и есть люди, которые полностью отвергают права женщин. Я считаю, что вопрос содержит много логических ошибок и не совсем последователен. Но, несмотря на это, мы постараемся ответить. Во-первых, суждение о том, что я был террористом. В мире сейчас выносятся многие политизированные приговоры. Поэтому обвинение людей в терроризме требует доказательств и улик. Что означает слово «террорист»? Каково вообще определение терроризма? Более 25 лет назад эти ярлыки появились в мире, и возникла путаница в понимании значения терроризма. Террорист. Что это значит? В представлении террорист – это тот, кто убивает невинных, детей и людей, и использует незаконные средства для причинения вреда людям. Если мы применим это описание ко многим странам мира, то обнаружим, что число жертв, погибших в Газе, составляет около 60 тысяч человек, и большинство из них невинны. Заткнул сразу всех. За 14 лет убил более 1 миллиона человек в Сирии. И на данный момент у нас более 250 тысяч пропавших без вести людей, чья судьба неизвестна. Мы освободили все тюрьмы, но не нашли этих исчезнувших людей. И этот режим стал причиной перемещения более 14 миллионов человек, и при этом его не называют террористом. Мы видим, что во всех войнах, которые происходили в регионе, в Ираке, в Афганистане, в разных местах, все убитые. Были ли они в большинстве своем террористами? Большинство из них были невинными, а убийцы – это те, кто навешивает ярлык террористов на других. Поэтому я считаю, что спустя 25 лет у людей появилось осознание смысла слова «террорист» и того, кто именно этого слова заслуживает. Наконец-то! Как вы знаете... Ну, тут оборвано. Можно было бы эту тему развить, конечно, дальше, больше, да, ведь, ну... Интересную, да, вещь он сказал про терроризм и так далее, и конкретно намекнул это нашему дорогому пидорасу Путину, Нетаньяхи, еще кто там еще есть, блядь, такой же хуй Ким Чен Ын, блядь, в Корее, блядь, северной, дрочит свой народ, блядь. И, конечно же, блядь, Трамп, до Трампа, блядь, кто только не был, да,
Ну, короче говоря, вот эта вся дичь американская, блядь, которая тоже дрочит, блядь, нижнюю, блядь, свою Южную Америку, блядь. Ну, вот вся вот эта херня, вот эта вся херня и делает, блядь, терроризм. А мы, получается, просто пешки в этой херне, блядь. Поэтому, исходя от этого, он-то так сейчас говорит, он молодец. Но мы, смотря даже на него, не можем, получается, взять пример. Вот как он мусульманин, пусть он будет в конце, потом его скажут, он был, работал на этого, работал на этого. Да похуй, что будет говорить, блядь. Но принцип его действий показал уже нам, что он сделал свое дело. Он сделал, что, блядь, освобождение Сирии лучше, чем, блядь, при асадовской жизни. Поэтому нам тоже осталось только сделать эти действия, показать всему миру, что мы без Путина 1000 раз, миллион раз лучше могли бы жить. Вот, давайте на этой теме закончим эфир и будем думать, как уничтожить Москву и когда мы это начнем. Все, примерно так. Поэтому, как говорится, вот с Ахмад Шаара, я вот с тех времен, как они победили в Сирии, я, ну, такой, я радостный, знаете, хоть один какой-то чувак появился, мыслящий, так сказать, нормально. Вот так я думаю. Поэтому давайте будем увеличивать вот таких хороших людей на земле, чтобы быстрее пришла на землю, знаете, какая-то, так сказать, райская жизнь. Райская жизнь, которую мы увидим или нет, неизвестно. Поэтому хотя бы давайте увидим здесь что-то хотя бы похожее на рай. Потому что доедем мы еще до рая или нет, неизвестно. Где нам еще жить придется после смерти. Поэтому буду закрываться. Всем рахмат, всем салам алейкум, спокойной ночи, хорошего дня. Так, у меня время 3 почти. Пойду, потому что тут тоже что-то похолодало жестко уже. Так что вот так вот. 2 канала работало сегодня. Один вот 4 часа показывает, 11 минут. Без обрыва он работал. Так что можете на нем смотреть тоже и распространять. Спокойной ночи. Это тоже закрываем.